Было очень много громких новостей и статей о том, что разработали лекарство от рака. Ошибка считать, что рак – это одна болезнь. Лекарство, которое работает для пациента А, может не работать для пациента Б. Стал ли рак сейчас более распространен, чем раньше? Почему доставка лекарств играет огромную роль, может быть, самую важную роль? То есть даже не само лекарство играет важную роль в лечении, а именно его доставка. Если просто ввести лекарство, условно внутривенно, оно просто идет там в печень. Проблема доставки оказывается огромной проблемой. Лекарство нужно как-то направить, как-то доставить, поэтому его нужно во что-то поместить. Начинаете работать с животными, что там может пойти не так? Первое, он может умереть. С людьми тоже так? И с людьми то же самое. Были ли какие-то кейсы, когда была какая-то нездоровая, такая опасная мутация среди животных? Вот как ты считаешь, ковид — это биологическое оружие? Миллион теорий дезинформации. Мы видоизменяем вирус для своих целей, изучаем вирус. Вполне возможно, что-то пошло не так при каком-то исследовании. Я думаю, пандемия еще раз наступит. Это неизбежно. Вопрос, когда. Сам зомби-апокалипсис. Теоретически он возможен или нет? Друзья, всем привет! Давно мы с вами не виделись, но мы вернулись, и мы вернулись с очень классными и очень интересными гостями. Сегодня у меня в гостях Станислав Кан. Это человек, которого я знаю с детства, но, к сожалению, связь там немножко у нас потерялась. Мы с ним ходили вместе в детский сад. А на сегодняшний день Станислав у нас доктор биомедицинских наук, работает в компании BioNTech. BioNTech – это компания, которая одна из первых разработала вакцину от ковида вместе с компанией Pfizer. Также он является постдокторантом в университете Австралии в Мельбурне. И, соответственно, разрабатывал вакцину от ковида. Стас, рад тебя очень видеть. Привет, Артур. Привет. Давно не виделись. 30 лет. Не говори. 30 лет. Мы знакомы давно, но познакомились недавно. Да. Спасибо, что пригласил. Да, причем очень интересно, что наше с тобой знакомство возобновилось через твою супругу. Очень это всегда меня удивляет, насколько мир тесен. То есть ты сейчас являешься, позволишь сказать, почетным гражданином Австралии, благодаря своим научным достижениям. И твоя жена, получается, она там сколько лет вы в браке уже живете вместе, и она мне пишет. И мы с ней давно как-то в социальных сетях знакомы, она мне пишет, мы приезжаем там в Ташкент, давно здесь не были, и начинает рассказывать про тебя. Я говорю, ты его знаешь? Я говорю, да, я помню. Потом ты, когда приехал, отправил мне фотографию с детского сада. У нас есть винетка с детского сада, я ее открываю. Для себя тоже отмечаю, точно, Артур. Мы вместе были, и да. Да. Круто, я рад, что ты здесь. Спасибо. Как тебе в целом Ташкент? Я тебе сказал, динамично. Динамично, и это сейчас не статика, это все в динамике, все меняется, и я уверен, в следующий раз, когда я приеду, я увижу другой Ташкент. Сколько лет тебе здесь не было? Последний раз я был в 2017 году, то есть, считай, 8 лет. Это очень, да, пару лет и 10 год, как раз, когда все начиналось только здесь. Да. Изменения новые, хорошие, да. Большие изменения я вижу во всех направлениях, в том числе и в моем направлении. В том числе в науке. Да. Это очень круто. Друзья, сегодня мы будем разговаривать на очень интересные темы. Честно, мы пообщались на прошлой неделе со Стасом и на ту тему, чем он занимается. И я столько всего для себя интересного узнал именно в части, как сейчас развивается наука в области создания лекарств. Да, какие там сейчас есть вызовы, куда это все идет, как разрабатывалась вакцина от ковида, в чем там подход уникален этой вакцины. Соответственно, для меня это было очень интересно. Поэтому присаживайтесь поудобнее, берите что-то вкусное поесть. Сейчас мы будем общаться. И первый вопрос. Вообще, как ты пришел в науку? С чего ты начал? То есть ты, получается, здесь до 22 лет прожил так же, как и я, потом уехал. Как ты туда попал? Полностью сделан в Узбекистане. Да. Да я никогда не мечтал и не думал быть ученым. Как-то все шло само по себе, и я, главное, постоянно спрашивал себя, чего я хочу, от чего получаю кайф. И как-то все ведет к науке сейчас. Начиналось все, если я помню, если как-то символично начать. Если помнишь,
общая биология у нас был, Да. учебник такой. Да. Там есть глава «Биотехнология». Звучит круто. Наверное, маленькая была глава такая. На Маленькая тот момент. глава. Ну, эта глава, на самом деле, подцепила. Я смотрю, круто. Био, что-то там живое, технологии, что-то с живыми технологиями, какие-то манипуляции. Да. Круто. А вот интересно, у нас есть что-то такое? Мгм. Вот я начал смотреть, где можно изучать биотехнологию в Ташкенте. На тот момент 2008 год. Мгм. И есть такой, оказывается, у нас факультет, это химико-технологический институт. Вот, я туда поступаю, я там учусь 4 года, я очень мотивирован. И профессора тоже это видят, меня отправляют в академгородки, есть разные НИИ. Ага. Там я прохожу практику каждый год. Вот. В какой-то момент я понимаю, что очень много теории, но как же мало практики, здесь. Да. Как же мало практики. То есть, по сути, эти 4 года я не занимался наукой. Я много читал, это такая базовая наука была. Вот, я понял, мне нужно попробовать себя где-нибудь Мгм. там, да. И тогда я интересовался очень корейской культурой, корейским языком. Ну, я думаю, все корейцы через это проходили. Да, это У меня тоже был период. неизбежно. У меня сестра, она, конечно, сильную роль повлияла Ага. на меня. И да, давай попробуем магистратуру в Корее. Я тогда как-то сносно уже говорил по-корейски. Вот, и получил грант от корейского правительства и на обучение магистратуры. Мгм. И факультет назывался очень футуристично даже сейчас биомолекулярная инженерия. Мгм. Что это? Опять био. Есть био, хорошо. То есть биомолекулы – это вот эти вот белки в нас, ДНК, только вне организма. То есть как-то выделяешь их и пытаешься как-то применить их в каких-то разных направлениях. Например, как биосенсор Мгм. или биочип. Не просто биочип, да? Круто. Биочип – это что-то из разряда Neuralink, да? Да, да. Управление мозгом через чипы. Да, это очень примитивно на тот момент. Я не знаю, как сейчас. Вот. И в тот момент я тоже узнаю, что можно их применять как-то в доставке лекарств. Я вообще не знал, что лекарства нужно доставлять. Я думал, принял ты лекарство, да, и пошло оно куда надо. Мгм. Доставка лекарств. Круто. И я закончил магистратуру там. Я не хочу быть ученым. Мгм. Я просто хочу найти работу. Мгм. Работать, зарабатывать деньги. Это сколько И- лет уже было? 20, Мне было 25 лет. 25? Ага. Мгм. И я устраиваюсь в биотехнологическую компанию, на тот момент маленькую. Мгм. Стартапчик? И чуть больше, чем стартап, но не mid-sized Мгм. компания. И я становлюсь свидетелем роста этой компании. На самом деле идея этой компании очень мне понравилась. Они занимаются доставкой лекарств. То есть они прикрепляют маленький такой пептид, который имеет свойство входить в клетки. Он называется self-penetrating peptide. Мгм. То есть входящий в клетку пептид. Мгм. И они спрашивают разных своих клиентов, других компаний: ребята, у вас есть лекарства? Есть. А у вас есть проблемы с доставкой? Обычно ответ: да, есть. Да, проблема есть. Давайте мы прикрепим наш пептид. У них на самом деле есть линейка пептидов, не один пептид. И мы будем доставлять ваши лекарства. И я вижу, как интерес растет. На самом деле пептид очень хорошо работает. Мгм. Очень много работ с животными, пока не с людьми. Компания только начинает свой путь. И я вижу, как она растет. Я вижу, как важно правильно продать идею. И у меня было 2 роли там. Я был как и в лаборатории я работал, но в то же время я и ездил часто по конференциям, по таким фармасобраниям, и я питчил эту идею компании. Мгм. И всякий раз, когда это делал, я понимал, что как же из одной идеи можно собрать людей, можно собрать много денег, и можно сделать какой-то большой импакт. Для всего человечества. Можно так Грубо сказать. говоря, Грубо да. говоря, да. Да. И во мне вот эта сидит идея. Все-таки, наверное, я хочу дальше учиться и хочу дальше погружаться в науку. Мне бы хотелось работать над своими идеями, не исполнять чьи-то. Мгм. И я начинаю подавать уже на докторантуру в разные страны. Честно говоря, мне не хотелось сделать докторантуру в Корее. Мгм. Те, кто там живут и учились, поймут, достаточно стрессово.
высокая есть конкуренция. определенная специфика учебы в Корее, полная авторитарность профессора. Мгм. То есть Это чисто вот такая наша вот эта дальневосточная, азиатская, восточная тема, да. тема, да. Ага. То есть крайне иерархическое общество. То есть ты приходишь в группу чью-то, у тебя уже есть идея, ты просто исполнитель. Мгм. И, как правило, там все шаги уже продуманы, ты просто исполняешь. Мгм. Вот мне хотелось что-то вот такое, вот, а что если я что-то придумаю, да? Пусть это будет неправильно, пусть я там наступлю на грабли, пусть это будет не раз. Но это будет мои ошибки. Вот и я хотел как-то посвободнее думать. И подавал уже в страны, где наука более свободна. Мгм. В ней есть свои тоже нюансы, есть свои минусы, но все же. И как-то получилось вот с Австралией. Я получил такой грант. Обычно докторантура делается по какому-то гранту. Либо от университета, либо от правительства, либо от определенной лаборатории. Мгм. То есть тебя полностью финансируют. Идет какая-то зарплата, она небольшая, но хватает тебе, чтобы На поддержание ты не штанов. голодал, ты не Ага. голодал, и на следующий день приходил и делал свою работу. Мгм. Но это full-time job. То есть это 8-часовой день, Да. а то и больше, обычно это больше. И одно из условий, ты должен любить это. Иначе очень много поинтов в течение этой всей докторантуры, когда тебе хочется это бросить. Мгм. Зачем я это делаю? Там мой одноклассник занимается бизнесом, все отлично. И что я здесь делаю? Этот вопрос, он часто приходит, это неизбежно. Да. И вот эта вот страсть к этому, она должна тебя вытаскивать. Потому что если ее нет, да, как правило, это тупиковая ситуация. Не задержишься, да. Мгм. Вот я начинаю докторантуру там. То есть уже, можно сказать, я конвертировал немножко в науку после этой кампании, да. И тут начинается настоящая наука. Я очень много учусь. И действительно, то есть первые 6 месяцев я вообще не знаю, чем я буду заниматься. Я просто читаю. Каждый день я читаю новые статьи. Мгм. И после 6 месяцев, наконец-то, я к чему-то прихожу, к идее, да, ну, называем гипотеза, главная гипотеза. Например, что если я сделаю это, будет это. А главная гипотеза. Обычно нужно брать как можно амбициознее. Мгм. Вот, и под эту гипотезу построишь шажки. За первый год я сделаю это, за второй год я сделаю это, за третий год я сделаю это. И обычно 4 года это. Ты Все еще дело рассказывал, длится. что очень важно, значит, не начать делать чью-то чужую идею, да? Да. То есть, В науке, то есть Параллельно. конкуренция очень высокая в науке. да, параллельно ты должен читать. У каждой лаборатории есть какие-то свои правила, я не знаю, там 2 статьи в день, 10 статей в день обычно в Корее так. Ага. Вот. Постоянно читать, потому что есть риск сделать чью-то работу уже. Ту работу, которая была сделана, или не получилась, или получилась. Мгм. По сути, каждая статья – это работа, в чем ты был где-то первый Мгм. в этом мире. Пусть это будет маленькая какая-то деталь, но ты был первый. Ты внес какой-то свой вклад Мгм. в развитие человечества, я не знаю, познание чего-то нового. Мгм. Вот и если ты не был первый ни в чем, тогда, конечно, импакт этой статьи он резко падает. Мгм. Там есть своя иерархия статей. Вот все хотят, конечно, публиковаться в каких-то топовых журналах. Вот. Но если ты не первый, то да, это сразу понижает, как бы ты хорошо не сделал свое исследование. Ты просто такой в слой посредственности попадаешь, да? Да. Ага. Причем исследование может быть очень хорошего уровня. Мгм. То есть ты задал все критические вопросы, ты с разных углов подошел, но ты не первый. Мгм. И это да. Поэтому ты должен постоянно читать. Мгм. И эта привычка она должна вырабатываться. Сколько часов в И, день обычно нужно посвящать чтению статей? ну, То есть это как-то по какому-то регулярному графику, значит, должно происходить? Да, это... Для ученого. Ну, как правило, это с утра там приходишь, начинаешь быстро смотреть. Часто бывают подписки. На журналы тебе приходят такие алерты, и ты Мгм. видишь, новая статья, там какие-то keywords ты вбиваешь, там, доставка веществ, условно, да, и тебе Да. приходят новые статьи. Тебе не нужно гуглить, на тот момент люди гуглили, да? Мгм. Сейчас мы живем в чат GPT-эре. Да-да-да. Вот. И да, ты постоянно читаешь. И в какой-то момент ты начинаешь читать быстро. То есть ты пропускаешь какие-то моменты и главные предложения ловишь. Основной контекст. Да. Раз, вычитал. Да. Понял Если для себя. зацепило, иди глубже. Ага. Иди в методы, как они сделали, иди еще глубже. Ну, быстрый такой скимминг, это там вот абстракт, да, в начале. Да-да-да. Введение, вывод, Ага. чего добились. Если чувствуешь, что да, то да. Можно
заостриться, здесь сфокусироваться. Понятно. Ну, то есть, это вот так это вкратце твой путь, Да. как ты зашел в науку. После докторантуры я делаю и постдок, то есть пост после докторантуры. Да. То есть, в принципе, это уже работа, неплохо оплачиваемая. Она мало чем отличается от докторантуры. Ты также делаешь свои исследования, ты немного более независим. Ага. То есть, у тебя уже есть студенты, докторанты, или которые делают магистратуру. Но есть один нюанс, тебе нужны деньги. Тебе нужны деньги, и ты вот с протянутой рукой ходишь и просишь их у государства, либо у каких-то частных организаций, либо каких-то филантропов. Ага. И это проблема. То есть тебе нужно постоянно думать, что же будет со мной через год, два, три, потому что не каждый год ты получаешь эти деньги. Вот, и да, добавляет определенный нюанс. Ага. Вот, и находясь в Австралии, я заострился на теме уже доставки лекарств, конкретно МРНК. Ну, то есть твой предыдущий опыт вот в корейской компании, которая занималась доставкой лекарств, тебе как бы понравилось, да? Да, он до сих пор мне очень нравится. Чем дальше, тем интересней. Вот, и я сижу у себя дома в Австралии, я понимаю, все это прекрасно. Я работаю в Мельбурнском университете в одной из лидирующих групп в области этой. Но при этом я понимаю, вот самое передовое исследование, оно происходит все же в двух местах, если мы сократим до двух мест. Это вот Moderna, компания Moderna, и компания BioNTech. Та самая, которая разработала вакцину, которую все думают, что это Pfizer, но это BioNTech-овская вакцина. Pfizer помог ее произвести и распространить. Компания просто больше. И мне бы хотелось туда. Вот, я начинаю искать пути, как попасть туда. Это своего рода Google для биотехнологов. Такое место, куда как Google хочется для попасть. айтишников, Да, для биотехнологов это вот BioNTech. Да, или Moderna. Да. Вот, и на одной из конференций я презентую свою работу, и как-то вот они сами подошли и предложили присоединиться к ним, и уже 2 года. Ты там? Я там, да. Ну, я еще числюсь в Мельбурнском, у меня там есть студенты, и отдаленно, удаленно я... Ну, то есть ты сейчас живешь на 2 страны? Да. Ты же сейчас живешь в Германии? Да. Вот. Получается, ты в Германии сейчас работаешь в BioNTech, а у них там основной головной офис находится? Или как? Да, или просто главный офис в главный городе Майнц, Ага. то есть 20 минут от Франкфурта. Но офисов очень много. Ну, понятно, да. В том числе и в Мельбурне. То есть я и еще этим путем связан с Мельбурном. С город уже не чужой для меня. Понятно. Ну, давай так. Теперь мы вот это все будем раскладывать по... Давай. Вот, первое, наверное, что лично мне интересно, я думаю, будет интересно зрителям, то, что ты сказал, вот доставка лекарств. Вот ты попал вот в эту компанию, которая на самом деле очень сильно повлияла на твой будущий выбор и на твой будущий путь. Вот, то есть она Тогда я этого не знал, кстати. Да. Это даже постфактум ты узнаешь это. Да. Оказывается, так оно и было, да. То есть это стало, как бы, грубо говоря, на сегодняшний день дело твоей жизни. Да, заниматься разработкой вот этих вот доставкой лекарств. Можешь простым языком объяснить, что это такое и почему доставка лекарств играет огромную роль, может быть, самую важную роль? То есть даже не само лекарство играет важную роль в лечении, а именно его доставка. Да, я сам был в шоке, когда узнал об этом. Оказывается, если просто ввести лекарство, условно внутривенно, оно просто идет там в печень, или прямо в печень, прямо да? в печень, или в селезенку. Ага. В большинстве случаев оно идет просто в органы фильтрации, то есть как печень, например, да? То есть, а что если оно нужно в легких? Да. Или в каком-то другом органе? Вот. И проблема доставки, оказывается, огромная проблема. То есть лекарство нужно как-то направить, как-то доставить. Поэтому его нужно во что-то поместить. Ну, либо как-то его изменить, чтобы оно шло туда, куда нужно. И это же, получается, и таблетки тоже. Да, это касается всего. Да, и таблетки, и какие-то инъекции. И, соответственно, если это таблетка, то это должна быть какая-то, наверное, специально подобранная оболочка. Да, это называется формуляция. Как ты формулируешь, формулировать мысль. Так. То есть сделать мысль
или лекарство здесь Ага. в этом плане compatible для определенного органа или Мгм. определенной даже типа клетки. Мгм. Вот. И мы разрабатываем вот эти вот такси для лекарств. Мы вкладываем лекарства в эти капсулы, мы называем их наночастицы. Мгм. И эти наночастицы, они умные. Мгм. То есть они не только защищают лекарства, а в нашем организме очень много вещей, которые хотят разрушить. Вообще наш организм очень такой защитный. Нам не надо нового, да, не вводи мне ничего. У нас иммунная система есть. Да. То есть иммунная Естественно, система работает реагирует тоже. на все, на все внешние какие-то Да. штуки, которые Да, попадают в и это организм. круто. Ага. Мы не хотим, чтобы какой-то инородный предмет зашел в нас. И мы пытаемся как-то обмануть. И вот эти умные наночастицы, они, во-первых, защищают от иммунной системы, но также они доставляют туда, куда нужно. Мгм. Вот особенно умные наночастицы доставляют не только в тот орган, а именно в те клетки. То есть внутри одного органа могут быть куча разных типов клеток. Мгм. Для нас это выглядит просто, печень, да? Да. Или легкие. Вот посмотришь, там разные типы клеток внутри одного органа. И определенные типы клеток, они связаны с определенной болезнью. Окей. То есть, получается так, что, допустим, человек чем-то болеет, Мгм. не знаю, там, какая-то проблема с печенью, допустим, да, вот раз уж мы про печень начали говорить. Каждый тип болезни, он влияет на какие-то типы клеток в Ну, этом органе. Если И, соответственно, упростить, то да. Да, и, соответственно, чтобы вылечиться от этой болезни, нужно, значит, в первую очередь сделать, нужно подобрать правильное лекарство, а второе, которое будет именно эту клетку лечить. Именно. А второе, Сначала нужно узнать, какие клетки заражены. да. Мгм. А второе, значит, нужно подобрать правильного вот этого таксиста, транспортера, Таксиста, Как- Uber, давай по ташкентский манер Яндекс.Гоу, Да. да, вот эту вот Который, таксишку, которая... прям значит, туда. первое, что сделает, он обойдет иммунную систему, Мгм. наверное. Да. Первое, наверное, что он сделает? Мы вот, допустим, не знаю, лекарства, когда пьем, Мгм. у нас есть Смотря, вот слизистые момент вот очень здесь, важный. да? Как ты принимаешь лекарство? Как таблетку. Да. У нее свой путь в организме, Ага. да, то есть по пищеводу, в желудок, дальше в кишечник. Это один путь. Там Мгм. свои барьеры. Там у нас кислотность сумасшедшая, да, в Да, желудке. все растворяет. Абсолютно. Там ферменты, которые все разрушают. Тебе нужно подумать тогда, как бы защитить лекарство от этого. Если это ингаляция, то есть респираторная, там у нас свои барьеры. То есть у нас есть мукус, это слизистая, очень липкая, она сразу к себе вбирает всю эту пыльцу, Ага. все лекарства и пытается вывести. То есть мы чихаем, да, мы высмаркиваемся. Ага. Тоже барьер. Также есть иммунные клетки там. Да. Внутривенно тоже у нас полно иммунных клеток, которые сразу атакуют, защищают. Мгм. Вот. Поэтому всякий раз, когда мы думаем о болезни, мы также думаем, как мы хотим доставить лекарство. Мгм. После этого будет уже ясно, какие барьеры у нас есть. Далее ты думаешь, как бы эти барьеры нам убрать. Мгм. Дальше ты думаешь, как бы сделать эту самую наночастицу, это такси, Мгм. таким образом, чтобы оно было наиболее эффективно в доставке этим путем туда, куда нужно. Мгм. Ну и получается так, что если ты говоришь, что когда тебе было там 25 плюс-минус, ты устроился в эту компанию, Мгм. по причине того, что нужны были деньги, нужно было работать. Только по этой. Да, ты начинаешь там работать, ты говоришь, что эта компания только недавно родилась. Мгм. Значит, на тот момент, это какой год был примерно? Это был 15-й год. В 2015 году Мгм. вот это направление доставки лекарств, оно, как, не знаю, там, не особо развито было или там относительно молодое Оно было? всегда... Нет, оно всегда было там. Оно всегда было. С 60-х годов. Так. Просто были разные системы, как доставлять. И Так. это постоянно развивается, и даже сейчас. Ага. Что это такое? Это материал. Из какого материала эти вещества сделаны? Потом, какую комбинацию разных материалов ты включаешь туда? Мгм. Вот, и сейчас все новые и новые системы появляются. Конечно же, безопасность. Она должна быть безопасна. Но Вот. чтобы безопасно, нужно сначала опыты провести. Конечно, 100%. На животных. И на людях. До животных там целые годы, чтобы дойти до животных. Ага. То есть сначала в большинстве случаев любая болезнь связана, мы говорили о клетках, а теперь я подведу к белкам. На самом деле белки – это вот все. Это все. Твой цвет волос Мгм. и мой тоже. В нашем случае Ага. там зависит от определенного белка. Любое свойство нашего организма – это определенный белок.
Так. Это все, по сути. И любая болезнь, практически любая болезнь, связана с нарушением какого-то белка или какой-то группы белков. То есть их либо меньше, чем нужно, либо больше, чем нужно, либо они как-то по-другому работают, но это все в белках. Поэтому, когда мы говорим о болезни, мы сразу так думаем, так, а какой белок здесь работает неправильно? А вирус – это тоже белок? Если мы Нет, вирус – это не белок. Это не белок. Но он может влиять на какой-то белок, например. Ага. То есть он проникает, его задача размножиться, да, выжить. Ага. Вот. Но получается так, что он влияет на работу какого-то белка или белков. То есть они становятся либо ниже, либо выше, отходят от нормы. Ага. Вот. И твоя задача узнать, какой же белок отошел от нормы. Угу. И далее подбирать лекарства, чтобы этот белок вернуть к норме. Вот. А либо ввести вообще новый белок, который как-то заменит тот, который уже дал сбой. Угу. То есть, если опять упростить до причин, это будет неправильная работа какого-то белка. Понятно. Вот. Ну и вот, значит, задача какая? Твоя, получается, да, и твоей индустрии. Это разрабатывать транспортеров, которые, помимо того, что пройдут все вот эти препятствия, там, слизистая, иммунитет и всякое прочее, ферменты, я не знаю, там, вот, пищеварение, кислотность, они еще должны сочетаться, как-то зайти во взаимодействие с этими белками? Они должны доставить что-то, что нормализует работу белка. То есть это может быть вообще стандартно, называется маленькая молекула. Small molecule. Это вообще лекарство издавна уже. Аспирин, например, это маленькая молекула. Называется маленькая молекула, потому что у нее есть маленький молекулярный вес. С помощью химии. Есть молекулярная масса. Вот они маленькие. Они так называются, маленькая молекула. И имеют свойство, на самом деле, входить чуть-чуть лучше, чем большие молекулы в клетку. И поэтому они и используются до сих пор. И вот их так много, целый класс. И какая-то маленькая молекула может влиять на работу какого-то белка. То есть мы думаем, эту молекулу давайте введем, и этот белок может восстановиться, либо увеличиться или уменьшиться, то, что тебе нужно. Вот. И уже возвращаясь к теме, как разрабатывается лекарство, ты думаешь сначала, вот какой белок нужно восстановить, потом думаешь, какую молекулу, сейчас уже мы работаем с РНК, то есть немножко заменяем, использовать, чтобы восстановить этот белок. И далее начинается тестирование. Тестирование первое – это инвитро, то есть внутри клетки, но вне организма. То есть очень безопасно, так у нас есть. Окей, то есть первое тестирование до животных. До животных, да. Вы берете клетки, не знаю, с мертвых людей берете Например, клетки? если болезнь печени, мы берем клетки печени. То есть логично, как вы берете? Вы биопсию или… Есть разные источники, то есть можно напрямую с пациентов взять первичные primary cell line называем, то есть первичные… Это доноры какие-то или это больные люди просто? Это могут быть больные люди, могут быть здоровые люди. Нам всегда нужна контрольная группа здоровых людей. Так. Это могут быть клетки, которые бесконечно размножаются. Обычно это раковые клетки. Кто-то когда-то задонатил клетки. И они стали уже очень популярными. Это называется клеточная линия. Вот. И клеточная линия по печени, по легким. В принципе, по главным органам есть эти клеточные линии. Мы получаем эти клетки и начинаем их выращивать вне организма. И у нас есть свои кандидаты уже, да? Что мы можем тестировать? Мы добавляем эти молекулы. Да, эти молекулы. Или либо МРНК. Что-то, чтобы восстановило этот белок. Так. Например. Мы добавляем в эти клетки, и дальше мы измеряем уровень этого белка. Мы измеряем его, если мы не добавляем лекарства, потом, если добавляем лекарства, либо добавляем его немножко большей дозе, и измеряем, насколько это действительно наша гипотеза права. То есть, насколько это лекарство может восстановить этот Но здесь еще речь не идет белок. о доставке, потому что здесь, я так понимаю, уже здесь, в принципе, можно использовать доставку. Уже можете? Да. Потому что нет уже вот этой враждебной среды, которая вы же напрямую прям клетки вводите. Все верно, да. Как правило, это прекрасно работает. Вот здесь, вот на этой стадии все прекрасно работает. То есть не самая главная проблема найти лекарство. Далеко не самая главная проблема. И, пожалуй, даже иногда хватает, чтобы опубликоваться. То есть
мы нашли такой кандидат, вы, ребята, дальше берите и работайте. Кто там хочет работать, мы опубликовались, и все. Следующий, кстати, это уже живой организм. Называется in vivo, то есть внутри живого. Ага. Инвитро это... Внутри клетки. Внутри клетки? In vivo внутри живого организма. Ага. То есть тут уже другие ребятки включаются. Это иммунная система, да, то есть я говорю, там ряд других барьеров. Угу. Тут действительно нужна доставка, 100%. Ты вводишь в мышку Подожди, лекарство. А вот перед мышами сначала. Мгм. То есть вот мы обычные люди, Мгм. часто там новости какие-то читаем, и вот, не знаю, там за последние, наверное, только там 2-3 года, ну вот с пандемией особенно, Мгм. было очень много громких новостей и статей о том, что разработали лекарство от рака. То есть Кликбейт классный. кликбейт класс. То есть я так из твоих слов сейчас что понимаю? Разработать лекарство это это, как сказать, это всего лишь часть решения проблемы. Одно дело разработать лекарство от рака того же самого, да, при том, что там, я так понимаю, раков уже много разных бывает. И мы сейчас об этом, я тебе тоже хотел бы задать вопросы. Но вторая самая большая проблема это как это лекарство, да, короче, доставить. С учетом вот этой всей враждебной среды, да? Да, не всегда так, но есть много случаев, когда лекарство есть, но нет доставки. И оно может быть очень сильно действующим. Но проблема в доставке, она просто действует на все органы там, или на ряд органов, которые не нужно. Или на здоровые клетки. Так. Всегда тогда начинается вопрос, как же ее доставить именно туда? Вот само лекарство может быть. И иной раз, если доставка очень хорошая, то и лекарство может быть так себе. Главное доставить. Ну, понятно. Давайте вернемся вот к опытам, чтобы лекарство оказалось в итоге хорошим. Получается, вы сначала вот это инвитро делаете на живых клетках. Много-много раз. Много-много раз. Нужно сделать повторно. Сколько? Минимум 3. Минимум. Причем минимум с нуля. То есть должен какой-то новый бэч лекарства взять, такого же. Новый бэч клетки. Чтобы, что называется, reproducibility, да, чтобы все это повторить, независимо от того, кто это делает. Как мы, в принципе, все действуем по протоколу, но чтобы результат был один и тот же. Если где-то идет результаты, которые друг друга... Расхождение. Да, расхождение по результатам, тогда проблема. Ты начинаешь понимать, что случилось. Может, лаборант случайно положил больше в прошлый раз. Но бывает такое. Нужно копаться. Человеческий фактор, да. Там, студент устал, да, или не положил совсем. То есть нужно точно убедиться, оно работает там, перед тем, как переходить к мышам. Дальше начинается вообще процесс разрешения работы с мышами. Ты не можешь даже пойти работать с мышами. Ты подаешь кипу документов, чтобы получить разрешение работы с мышами. Получается, в работе ученого вот эта вот поговорка «если хочешь сделать хорошо, сделай сам», она прям рабочая. Потому что слишком важно, как бы, не знаю, я так понимаю, там и сроки, наверное, очень большие во всех этих экспериментах. Очень важно знать пошагово, как можно точнее, каждый шаг. Вплоть до, я не знаю, температура, понятно, очень важна. Как ты добавляешь, вот под каким углом ты держишь эту пипетку, да, бывает, до такого доходит, чтобы понять, надо причину, почему она не работает. Вот, и когда ты понимаешь, что работает у меня, у тебя, он мой конкурент, и у него тоже работает. То есть ты понимаешь, оно работает независимо от того, во что мы верим, да, вот. И тогда ты понимаешь, все, эта система работает, идем дальше к более сложным вещам. Потому что это первый bottleneck. Переход от клеток к животным. Как правило, я статистику не знаю, но большинство экспериментов, они просто убывают на этой стадии. Получается не тот результат, который ты получал до этого. Вот. И ты понимаешь, это слишком сложно уже. И не потому, что там какой-то лаборант неправильно ввел его в мышку, а просто потому, что лекарство действительно не так работает, как оно работало в клетках. Вот. Но если ты прошел этот этап, дальше ты делаешь повторы с многими мышами, и начинаются клинические исследования. То есть 3 фазы уже на людях. Первая – это выборка не такая большая, до 100 человек. Проверяется безопасность. Превыше всего, высшей эффективности здесь. Ты должен понимать, что она не навредит. То есть маленькую дозу в тяжелобольных пациентов. Главное, чтобы ничто плохого не случилось.
А вот, я так понимаю, делать эксперименты, ну не эксперименты, окей, ладно, испытания там над мышами. И я так еще между мышами и людьми, наверное, есть другие животные. Не Между знаю. мышами есть, да-да-да, так Там хороший вопрос. обезьяны, не знаю, или кто там. Да, там приматы Собаки. не люди. Вот приматы, которые не люди. Ага. Я просто перевожу дословно, да. Non-human Ага. primates. То есть приматы... Приматы, которые еще не успели стать людьми? Ну или по какой-то эволюционной цепочке они не стали людьми. В общем, Или они люди, очень которые близки к нам. деэволюционировали в приматов? они очень нам близки. Ага. Как правило, этих животных не убивают Так. в процессе эксперимента. То есть вводят лекарства, смотрят, какой ответ. Мгм. Вот они дальше живут. И эти эксперименты очень дорогие. То есть они крайне сложно регулируются, и получить разрешение на такой эксперимент. Ну, тебе нужно очень много аргументов. От кого? От общества защиты животных? От правительства. То есть Ага. правительство, там есть определенные организации, которые регулируют все вот эти эксперименты с животными разной сложности. И ты постоянно должен им доказать, что очень важно, что если мы не сделаем этот эксперимент, Ага. мы не узнаем ключевые вещи, поэтому, ребят, дайте нам разрешение. Ага. Этот процесс самого получения этого разрешения, он занимает полгода, может занять, может год занять. Это Просто разрешение получить. на одного вида животного Да. какого-то? Ага. Да. Иногда бывает такой зонтичная аппликация, да, там можно несколько видов, но опять же, оно будет очень толстым. И такая работа кропотливая. Обычно начало работы идет уже во время предыдущей фазы. То есть ты понимаешь, что работает, пора готовить документы. А если ты, допустим, будешь проводить эти... Ну, я не знаю, может быть, как с точки зрения именно бизнеса я сейчас рассуждаю. Вот есть, допустим, такие компании, в которых ты работаешь, BioNTech, да, соответственно, им нужно на постоянной основе проводить какие-то исследования на животных в том числе. Да. И есть же страны, где это жестко регулируется, а есть менее развитые страны, где это 100%. менее жестко регулируется. Соответственно, наверное, выгоднее 100%. там проводить. Да. Так и происходит? Вопрос сейчас прям в точку. В Германии, например, очень сложно регулируется, как и в Австралии. Поэтому многие эксперименты аутсорсят в странах, где это легче делать. Например, Индию, Китай. допустим. Китай, да. То есть ребята понимают, что там это делать быстрее. Мыши, они одни и те же мыши. Вот, и они пытаются это проводить с компаниями, называется CRO, контрактная research организация. То есть они представляют сервис. Мы говорим, вот, ребята, у вас есть документы, разрешающие работать с мышами, а вот наш кандидат лекарства. Так. Проведите эксперименты на мышах, это будет быстро, мы вам заплатим за это. И вы нам... Но не своими руками, получается. Мы не делаем эксперимент. Можем не делать эксперимент, они это делают, они нам представляют результаты. А как вы контролируете вот это, что они там под правильным углом там все сделали? И... Репутация. У них мы выбираем компанию с хорошей репутацией. Там тоже звездочки ставят? Да-да-да. Там мы смотрим, кто с ними работал до этого. То есть будет риском работать с компанией, которая только начинает этот путь. Я сделал удачные эксперименты над вашими мышами. Пожалуйста, 5 звезд поставьте мне. Примерно так, да. То есть мы ставим 5 звездочек, а потом другая компания, BioNTech с ними работала, значит, можно им доверять. Вот, и они заключают контракт с ними. Интересно. Это определенная ветвь бизнеса, кстати, вот CRO, не только с мышами, можно и с клетками так. Есть маленькие компании, которые не имеют возможности даже с клетками работать. У них есть идея, есть какая-то химическая лаборатория, но работать с клетками – это определенный уровень... Самой лаборатории? Да, инфраструктуры. Да. Тебе нужна лаборатория с определенной безопасностью. Не каждая компания может себе это позволить, поэтому они это передают вот в эти CRO, так CRO и зарабатывают. Ну, то есть делать через CRO, это как, грубо говоря, не знаю, там, я сейчас на простом примере своего бизнеса приведу. Да. То есть одно дело ты покупаешь квартиру, а другое дело ты снимаешь в аренду. Ну, то есть... Ну, да. Это не дешевле. Бывает, что дешевле. С точки зрения именно капитального расхода, да, ты как бы это дорого, но ты сразу там не замораживаешь, не знаю, там миллионы долларов, ты там, не знаю, 100 тысяч отвалил и пошел там, получил результаты экспериментов своих. 100%. Но если ты большая компания, когда это поставлено на конвейер, тебе нужно это делать постоянно, конечно, иметь свой собственный департамент и по клеткам, и по животным, и по каким-то более сложным животным. Вот, и иметь какие-то даже клинические, то есть с людьми, подвязки с больницами. Вот это уже будет сценарий для больших компаний. Понятно.
Так, ну то есть вот вы проводите эксперимент, ну вот, не знаю, на полгода потратили, Мгм. получили все разрешения, начинаете Мгм. работать с животными. Что там может пойти не так? Или Все. все? Первое, оно может умереть. Первый час. Ты знаешь, ввел лекарство и начинаешь вот надеяться. Чтобы он не умер в первую очередь. Живи. Ага. Да, живи, потому что нам нужно продержать определенное время, чтобы понять, что белок либо восстановился, либо упал, либо поднялся. Живи, и вот ты каждый час смотришь. С людьми тоже так? И с людьми то же самое. Ага. То есть ты понимаешь, это новый организм, Ага. это другой bottleneck от животных к людям. Да. Ты вот строго мониторишь и стараешься, чтобы ничего плохого не случилось. Никто сейчас не говорит об эффективности. Пока. То есть первое, Безопасность. не убей. Не убей. Да, И не навреди. да. Вот, потому что любое отклонение здесь будет от нормы, то все это Мгм. красный свет. Так. Ну и, соответственно, если умирает, тебе надо полностью назад возвращаться. Возвращать и объяснить, почему. То есть ты же до этого сказал, что все будет нормально. А, Вот, это проблема на самом деле. Поэтому обычно происходит какое-то расследование, почему то или иное животное умерло, ага. вплоть до... Там есть разные типы животных. Там мышка, допустим, умерла. Происходит вскрытие и попытка понять, почему это произошло. Мгм. А есть же контрольная мышка, которая не получила этого, она-то живая, спокойно и Да. бегает. То есть, скорее всего, это эффект от этого препарата и почему это происходит. Мгм. Вот. Тут уже все понимают, что, скорее всего, дальше не пойдет. Мгм. Поэтому бизнес в фарм-индустрии, биотехнологической индустрии, он крайне рискован. То есть ты можешь в любой момент получить такой отказ. Мгм. Это не будет спад, это будет просто стоп. Ну, тебе нужно иметь бэкап, тебе нужно иметь линейку. И, наверное, поэтому ну, есть очень много в мире обвинений в сторону там фармкомпаний. Наверное, в первую очередь, ну, как бы слушая твой рассказ, я понимаю, что нужен очень сильный, я бы даже сказал, какой-то супермогущественный мировой административный ресурс для поддержки твоего бизнеса, ну, чтобы как бы вот эти все риски элиминировать как-то. Да, да. Да. Как правило, если у компании есть хотя бы один продукт, который дошел до аптеки, Да. то это большой успех. Это большой Мгм. успех. Мгм. Например, у компании BioNTech, которая считается уже большой, у них только один продукт. То есть это вот вакцина От ковида. от ковида, да. Ага. Но сейчас они усиленно работают, есть рычаги уже, да. Мгм. Над лекарством от рака, на самом деле, эта компания позиционирует себя как компания, которая борется с раком, но они запрыгнули на волну ковида, потому что технология позволяет. Мгм. Очень легко адаптируется. Ну и требования времени было. Да, Да. то есть очень быстро давали зеленый свет Мгм. на многих испытаниях. То есть я понимаю, я тебе рассказал, что может занять 6 годы Да. до получения разрешения. Тут быстро рассматривали. Мгм. То есть это и сильно сократило. Ну, давай тогда вот Сроки. поговорим на эту тему. Вот ты занимался разработкой вакцины от ковида. Какой частью? Вот. Я нет, но в целом это та же самая технология, Ага. которая... МРНК. МРНК и доставка МРНК. Вот давай тогда начнем с МРНК. Мгм. Простыми словами. Что такое МРНК? Простыми словами, МРНК – это не лекарство, это инструкция, как сделать лекарство. Лекарство производится в твоем Иммунитетом. теле. В твоем теле. Ну, то есть мой организм, это как бы он способен вырабатывать лекарства Да, от любой болезни. Ну, он грубо способен говоря. вырабатывать тот белок, Да. инструкцию на которого есть у этой РНК. То есть Мгм. задача теперь, с учетом, опять-таки, все, что ты рассказал, доставить этот МРНК в нужное место. Нет, сначала просто в организм, наверное, или в нужный орган, и Мгм. научить его бороться команду. с этой болезнью, если вдруг эта болезнь попадет в организм. Давай по порядку. Давай. По порядку. Вирус. Давай ковид возьмем, Да. как пример. Это коронавирус. Мгм. Класс коронавирус, на самом деле. То есть он кругленький такой, у него есть шипы. Мгм. Сам вирус состоит из многих белков. То есть сама оболочка из белков. И вот эти шипы – это тоже белки. М. То есть белки, они даже на вирусе. Вот. А внутри вируса есть РНК. Это уже другой вопрос, это генетическая информация вируса.
Нас интересуют эти шипы, потому что как только вирус попадает в нас, наша иммунная система, она распознает эти шипы. Как свои? Как чужеродные. Чужеродные. Чужеродные, это чужеродные, да. И начинает производить антитела против этих шипов. Так. Называется спайк-протеин, спайк-белок. Угу. Вот этот факт, на него поставь иголочку, запомни, да? Что делает мРНК? А давайте мы научим организм производить этот спайк-белок. Не сам вирус, ни в коем случае, Да. а вот этот вот белок. Так. Спайк-белок. Для этого нужно расшифровать этот вирус, понять, из каких нуклеотидов состоит эта РНК. Вот эти шипы. Да, эти шипы. Ага. Это, в принципе, достаточно легко сейчас сделать. Так. С расшифровкой, да, генома вируса. Ты понимаешь, что давайте мы введем РНК, которая в итоге даст инструкцию нашему телу производить этот спайк-белок. Вы инструкцию или вы точно такой же спайк-белок отправляете? Инструкцию. Можно и сам спайк-белок, кстати, ввести, но это другая вообще область. Так. Доставка белков. У нас доставка мРНК. Ага. То есть это какой-то код. это код. Да, Инструкция – это код, да? Да, это такая цепочка нуклеотидов. Представь себе цепочечку, она такая не длинная. Мы ее так сворачиваем, хорошенько так сворачиваем и кладем в эту наночастицу, в доставочку. Да? Да. Задача доставки – доставить в клетки легких, определенные клетки легких, войти в клетку, выпустить эту РНК. Эта РНК идет потом к рибосоме, немножко биологии здесь, и рибосома начинает производить этот белок. Поэтому я сказал, МРНК само по себе это не лекарство. Да. Это инструкция производить лекарство. То есть сам завод по лекарству – это наше тело. Все, как ты хочешь. И карта тоже. Получи первым. Моникс. Живи в удовольствии. Окей. Теперь я вспоминаю. Значит, я, кстати, в свое время получил вакцину Модерна. Вот. Та же самая технология. Та же самая технология. Вот, но вот мы с моим другом одновременно получали, он почему-то выбрал Pfizer, а я почему-то выбрал Moderna. Я не знаю, по каким мы там соображениям. Вот, но я помню реакцию организма. Я сделал, значит, вакцину, и я там на протяжении, наверное, 3-4 дней очень сильно температурил. Соответственно, в моем понимании, как это работает, мне там какую-то маленькую дозу вируса вводят, мой организм начинает там реагировать, и он начинает... Ну, из-за того температура, как бы, реакция иммунитета, температура повышается. Но ты говоришь, что вы доставляете не вирус, вы доставляете информацию о том, как с вирусом бороться. Информацию об одном из компонентов этого вируса. То есть о шипах. Да, о шипах, да. Как бороться с ними, если он завтра туда попадет? Почему тогда реакция вот этого вот организма и температура повышается, там, как будто ты болеешь? Я закончу предыдущую, кстати, вот эти шипы произвелись, да. И наша иммунная система, она сразу детектирует эти шипы. Так. Она понимает, это шипы вируса. Ага. Она знает, это шипы вируса, и начинает производить белки против них. Так. Антитела. Да. То есть противодействующие. И в следующий раз, когда к тебе пойдет реальный вирус, на нем будут эти шипы, он уже готов к этому. У него уже есть эти антитела. Окей. То есть ты понял, да? Да. Теперь по поводу, почему температура поднимается. То есть очень много нюансов здесь. То есть это может быть эффект от самой МРНК, потому что бывает МРНК у нее одноцепочная структура, не как у ДНК. Одна цепь. Но бывает там где-то склеивается, и получается 2 цепочки. Ну, там как-то сама вот склеивается сама с собой. Наш организм, он так устроен, что он не любит эти двуцепочные структуры РНК, потому что многие вирусы имеют двуцепочную структуру. И он начинает отвечать на эту РНК, потому что она не совсем одноцепочная. То есть проблема в строении? Проблема в строении, да. Тебе нужно как-то ее очистить хорошо. Но бывают кое-какие моменты, там немножко где-то склеивается. Это на самом деле очень тяжело регулировать. Вот. Но все пытаются очистить, сделать ее одноцепочной, никаких других примесей. Это первая причина, по которой может быть какой-то эффект. Так. То есть иммунитет реагирует. Он, конечно, не реагирует так, как он бы реагировал на вирус, но он дает какой-то ответ. Второй момент. Мы же не просто РНК доставляем, мы доставляем его внутри этой системы, это наночастицы. Да.
Сама Такси, она частица. Да. Это такси, она состоит из многих компонентов. Ага. То есть там в основном липиды, то есть жиры. Ага. Мы стараемся сделать похожими на клетку. Так. Но и там тоже могут быть такие липиды. Некоторые, они, А, не, скажем так, полунатуральные. я понял. То есть мы немножко видоизменили этот липид, И могут вызывать реакцию и организма. они могут вызывать... То есть внутри этого липида, если посмотреть на структуру, какие-то определенные химические структуры могут вызывать у каких-то людей такой иммунный ответ. Мгм. И поэтому сейчас индустрия не только работает над МРНК, она работает, как бы сделать это такси наименее проблематичный. Мгм. Какие-то я говорю, ответы есть, там, не знаю, статистику, но у определенных людей есть ответ какой-то, да. Как Мгм. бы и это тоже убрать. Мгм. Вот. Кстати, да, я помню, что у некоторых моих друзей не было никакой реакции. То есть они типа сделали Мгм. вакцину, все было окей, Мгм. ходили как ходили, Мгм. а я сделал, у меня там температура, ну там еще у некоторых тоже температура была. То есть это... Это свойство твоего организма. Да, то есть это так именно различие. реагировать на определенные Вот, может быть, нюансы, даже- которые отличаются от, скажем так, хорошей РНК или хорошего липида. Может быть, Да. это даже хорошо. Мгм. То есть крайне чувствительная Мгм. иммунная система. Окей. Но в целом это пару дней, да, там и дальше ты нормально. Эти шипы произвелись, и ты, в принципе, готов к Интересно. защите. Ну, то есть так, грубо говоря, работает вот вакцина от ковида, Мгм. доставляется МРНК. То есть, еще раз, не сам вирус. Да, Хотя- инструкция. Традиционно, до этого вакцин очень много у нас, Кстати, достав- традиционно, да. как традиционно доставляется Вирус. мертвый вирус. А, Либо частично мертвый вирус. ага. То есть мы имитируем. Слабая форма вируса. Да, мы имитируем заражение, но не сильно. А То вот есть так, чтобы заставить иммунитет вырабатывать эти антитела. ага. Вот вопрос тогда для всех тревожных мам. Вакцины детям, которые с детства вот колят, там же есть вот эта вот типа серия, там в 3 месяца вот такую вакцину, там в 4 вот Мгм. такую. Мгм. Там какая вакцина Форма используется? вакцины? Форма, там это ведь Как мертвые правило, или... Да. Ага. Вакцина МРНК, она только начинает свой путь. Так. Только там, я не знаю, по-моему, всего 3 или 4 вакцины основаны на МРНК. Какие? Ну, вот ковид, Ковид, так. да, и, возможно, сейчас боюсь неправильную информацию дать, но вот ковид точно. Ага. И на мутации ковида Так. тоже все на Ага. МРНК. Потому что это протоптанная дорожка уже, и люди идут. Что-то новое, это будет, конечно, чуть сложнее, нужно опять получать разрешение на Мгм. все это, но вот ковид, да, в первую очередь. Мгм. Но это показывает, что есть у нас успешный случай, поэтому многие работают над именно МРНК-вакциной, они безопаснее. Мгм. Вот, потому что не доставляется сам вирус, доставляется инструкция, Да. как сделать белок, который находится частью этого вируса. То есть в детских вакцинах доставляется мертвая или там слабая форма вируса. Все-таки Да, во всех. да. Да. Ну, честно говоря, вот хочется прям сразу, ну, давай, вот, значит, есть очень много теорий, Ага. мнений, Да. пропаганды в части вакцины, особенно детской вакцины. Мгм. Допустим, я как обыватель, я, конечно, не погружался, Мгм. но я так поверхностно, то, что я видел, какие-то статьи, какие-то там слухи, которые до меня доходили, или там посты в социальных сетях, это то, что, значит, эти детские вакцины, которые в основном разрабатывались западными компаниями, они влияют там на деторождаемость, на Мгм. там всякое вот, какие-то болезни, там, аутизм, развитие там Мгм. аутизма у детей. То есть это якобы по теории заговора, значит, Мгм. инструмент контроля Мгм. развития, увеличения или там уменьшения населения в развивающихся странах со стороны западных стран. Насколько это вот, по твоему мнению, правдоподобная история? Крайне неправдоподобно. Крайне Ну, правдоподобная. Ага. То есть маловероятно. Крайне Ага. маловероятно. Вакцина уже давно спасла миллионы жизней. Так. Вот я не знаю, почему люди не думают об этом. Есть, конечно, есть там случаи разные бывают, тем более, если какие-то ранние вакцины, когда регуляция лекарств и вакцин в том числе была не настолько строгой. Мгм. Возможно, в 50-х там годах были какие-то прогрехи, как мы тестировали вакцины, но в абсолютном большинстве это хорошо проверенные препараты. Мгм. Особенно если они были подтверждены организациями, которые занимаются именно подтверждением лекарств, как FDA,
Мгм. Или там в Европе есть своя организация, в Австралии есть своя организация. Можешь дать вот список тогда организаций, которые вот Мгм. я, допустим, как родитель хочу сделать вакцины своим Ага. детям. Где и как я должен проверить наличие сертификатов? Что это? Ну, Типа... это обычно часто прогугли. Или Да-да, а какие вот организации должны дать? FDA в первую очередь. FDA, это Да, что это? Это Food and Drug Administration. То есть это организация, которая занимается выдачей разрешения на производство и использование, в принципе, любого лекарства. Она, В том числе и вакцин. то есть она международная? Она, Она американская, но она американская. широко признается, в принципе, всем миром. Мгм. И получить разрешение от FDA очень сложно. То Так. есть огромная, хорошая новость для любой фармкомпании получить FDA approval. А вот смотри, есть же еще вакцины, которые там, опять-таки, во время ковида было, там, индийская вакцина, российская вакцина. Они же Мгм. наверняка в FDA не получают. Как правило, Сертиф- нет. Да. Да. То есть где еще? А, Есть ли вообще еще там какие-то? Есть, в принципе, у каждой страны есть своя аббревиатура. Ага. FDA-подобные. А то есть, какая-то вот общепризнанная? Я говорю, FDA Кроме- скорее... Ага. И у Европы есть, по-моему, EMS. EMS, Да. У Австралии это TGA. Не спрашивай, как расшифровывается. Ага. У Канады есть тоже Health Canada, по-моему, называется. Мгм. Если вот эти... И у Кореи, и у Японии тоже есть свои. Если эти организации принимают, то, как правило, препарат прошел жесткий отбор, Ага. жесткое тестирование. И тогда, в принципе, можно доверять. Но это же, получается, касается уже не только вакцин, но и обычных Препаратов, лекарств. Да, всего касается. То есть, если какое-то любое, неважно, это Мгм. вакцина, лекарство, выпускается, если оно получает одобрение, сертификат какой-то из этих Мгм. организаций в развитых странах, то, скорее всего, Да. там все нормально. Прошли жесткие Да. требования, опыты и всякое Да. прочее. Я говорю, если мы на мышах так тяжело получаем разрешение, Ага. там вплоть до этической смерти, чтобы она меньше страдала. А То есть если уж умрет, то должна страдать меньше. очень мало. Очень мало, а Да. лучше Сразу. моментальная смерть. Ага. То есть крайне жесткая регуляция, даже на мышах. Ага. Вот и здесь понятное дело. Поэтому разработка лекарства занимает от 10 до 15 лет. То есть Мгм. это не за год. Вообще фарминдустрия, она крайне медленная, Так. крайне рискованная, медленная. И Ну, можно ли сказать, что Мгм. вот этот вот МРНК, получается, это какое-то новое поколение, во-первых, ну, может быть, не смягчение, а предотвращение, наверное, каких-то болезней. А вот именно в самих лекарствах это можно тоже как-то использовать? Или вот эту вот технологию МРНК? Или она только в только для вакцинах? вакцины. Только для вакцины. Я же тебе сказал, помнишь, практически любая болезнь Да, – это сбой какого-то белка. да. Логически подумать, если это сбой какого-то белка, можно этот белок, инструкцию на этот белок внести. Да. Поэтому МРНК сейчас открыл, в принципе, двери для новой ветви лекарств, основанных на РНК. Мгм. Вакцины в том числе, но и лекарства. Мгм. Возьмем рак, например. Нет определенного белка, Так. белков. Мы вводим РНК, которая дает инструкции произвести этот белок. В И чем, тогда- кстати, проблема создания лекарства от рака? Вот столько много статей, но до сих пор нету лекарства от рака. Ошибка считать, что рак – это какая-то одна болезнь под одним словом «рак». Мгм. Крайне разная болезнь. Проявляется по-разному. Так. Причины на рак разные тоже. То есть рак у одного человека, если мы посмотрим на эквалайзер его белков, представь, как эквалайзер. Мгм. У него будет белок А меньше, белок Б меньше, там белок С будет повышен. Хорошо, наверное, у второго пациента, у которого тоже такой же рак, наверное, будет точно так же. Но может быть не так. Мгм. То есть А меньше, Б больше. То есть ты понимаешь, насколько сложная болезнь, она такая гетерогенная. Так. И поэтому лекарство, которое работает для пациента А, оно может не работать. И это очень правдоподобный сценарий. Может не работать для пациента Б. Также есть стадии рака, да, то есть виды рака. Мгм. Поэтому универсального лекарства, такая цель для наверное, любого ученого, подобрать универсальное лекарство пока нет. Вот. Но люди работают над персонализованной
медицина, то есть Мгм. будет твое личное лекарство. То есть возьмут биопсию опухоли, Так. посмотрят, какие белки не хватает, Так. какие будут там в избытке, и мы подберем для тебя определенные лекарства. Ну, в случае РНК, вот РНК, Да. который либо повысит твой белок, либо понизит. Только для тебя. Мгм. Твое личное лекарство. Для другого пациента будет То есть сейчас Другой ряд наука лекарств. движется в этом направлении. Персонализированных персонализированное лекарств. лекарство. Да. Ну, логически сразу появляется мысль, что это будет ультрадорого и доступно только для ультрабогатых людей. А, не совсем. На самом деле технология РНК Ага. крайне дешевая. То есть Так. тебе не нужны реакторы, чтобы производить РНК. На самом деле РНК производит фермент. Мгм. То есть даже не люди. Природа научилась делать РНК из ДНК. Нам нужно лишь понять эту последовательность, Мгм. какая должна быть последовательность. Мы берем темплейт ДНК, запускаем туда этот фермент, даем ему температуру и ждем. Он сам строит эту РНК, там спустя 4 часа РНК Мгм. готова. М. Тебе нужно там, очистить, я сказал про очистку РНК, да, очистить. Да. Все получилось достаточно дешевый препарат. И очень быстро адаптируемый под, в принципе, любой белок, который тебе нужен. Мгм. Даже тот, которого у нас нет. Например, этот белок шипа, у нас нет, у нас его нет. Мгм. Мы не запрограммированы его производить. Но с помощью РНК мы можем дать такую инструкцию. Вот тебе новый белок, производи его. Ну, то есть это все теоретически, я так понимаю, потому что нет уже до сих пор... Сейчас уже работается над этим. То есть, например, мы работаем над этим. Ага. То есть персонализованное лекарство на И- основе РНК. Но фокус основной сейчас рак, я так понимаю, Да, да. Мгм. Окей, то есть проблема рака заключается в том, что, резюмируя, если, Мгм. значит, в том, что он, во-первых, в разных органах появляется, и еще и, даже если он в одном и том же органе у разных людей, там Проявляется разное по-разному. проявляется по-разному. Эквалайзер белков будет разный. Соответственно, и лечение тоже не одно, которое подходит одному человеку, не подходит другому человеку. Мгм. А вот это вот текущее и предыдущий метод лечения рака, значит, с помощью там, химиотерапии, насколько это, не знаю, там, эффективно, как это вообще работает, эффективно, Но неэффективно. они таргетируют, целятся на определенные белки. И У просто всех убивают всё. просто убивают. То есть один из минусов, они убивают также ткани и клетки здоровые. А, Ну, то есть мы все знаем побочные эффекты, да, от этого. То есть проблема медицины она была, есть и еще будет. Таргетирование. То есть нужно действовать в больных клетках, а не в здоровых. мгм. Поэтому эти доставки мы стараемся делать таким образом, чтобы они шли именно туда, куда нужно. Мгм. То есть в больную клетку. А вот твое мнение, я не знаю, насколько твоя специализация нет погружен туда или нет, Мгм. основная причина рака Мгм. появления. И второй вопрос – это как ты думаешь, стал ли рак сейчас более распространен, чем раньше? По-моему, есть статистика, что вот молодое поколение болеет чаще. Да, но я читал Мгм. другое мнение, что молодое поколение болеет чаще, чем раньше, Мгм. по одной простой причине, что сейчас просто технологии лучше, и Ну, на ранней стадии обнаруживаются. Часть объяснения, я думаю, здесь тоже есть. Да, Вот. Но сложно сказать. Я тебе сказал, нельзя сказать одну причину. Да. Нельзя сказать, что, например, вот, я не знаю, фастфуд так. влияет. Я думаю, какой-то уровень стресса. Тяжело измерить стресс в нашей жизни. Мы все говорим, Мгм. повысился, а как его измерить? Там Ну. определенно, если бы как-то у всех Да. можно выбрать какой-то маркер, Так. измерять, может быть, мы пришли к какому-то выводу, да, но Мгм. это может быть одной из причин. То есть как ты живешь, как питаешься, чем ты дышишь. То есть это все в совокупности. Да, Комплекс, да, насколько получается, сильное облучение от солнца, Да. если мы говорим о раке кожи. Вот, поэтому масса причин, крайне многосторонняя проблема. Вот, и как-то ее упростить до одной, сложно. Ну, то есть нет какого-то рейтинга даже, да, там, по влиянию на заболеваемость рака, там, я не знаю, допустим, не знаю, Слушай, может, кто-то и сделал. нервы там номер один. Может быть, кто-то и сделал, но, опять же, это я его подверг сомнению здесь. То есть будет очень много вопросов, почему, Да. как этот ресерч был сделан, что они взяли. То есть я уверен, тут должно пройти опять проверку, Мгм. почему ты поставил это на первое место, на второе, на третье. Да. Но факт в том, что это не один источник, а ряд источников. Плюс Мгм. есть, не забывай про генетическую предрасположенность. Да. То есть
А Тоже. вот еще тоже, ну, очень такое популярное мнение, что вот есть processed food и organic food. Ну, то есть органическая еда и, не знаю, процесс как будет по-русски? Processed food, генно-модифицированная, да, получается, наверное, как-то так? Ну, то есть это вот какие-то там снеки, чипсы, сладости, колбаса, там, я не знаю, плавленый сыр, там, в общем, все ненатуральные продукты, которые были созданы каким-то образом. Твое мнение, как это влияет на заболеваемость рака? Может. Я может не и не занимаюсь влиять? этим. Я думаю, что есть вероятность достаточно высокая. Ага. И я уверен, есть какие-то исследования, возможно, в авторитетных журналах, Мгм. доказывающие это. Мгм. Вот. Поэтому нужно просто аккуратнее следить за тем, чем ты питаешься. Мгм. Опять же, больший вклад внесет в непоявление рака твой стиль жизни. Мгм. То есть насколько ты часто двигаешься, как ты питаешься, и стараться как-то вот поддерживать уровень стресса Мгм. на нормальном уровне. На низком уровне. Мгм. Ну, это самая, по-моему, большая проблема, потому что я вот даже своих близких многих знаю, что сколько им не говори, там, допустим, не надо нервничать, или там нервничать поменьше, ну, как бы невозможно заставить человека нервничать меньше, если он там, не знаю, условно привык Да. нервничать, там, как-то остро реагирует на это. Ну, ладно, это, в общем, другая тема. То есть вот тогда такой момент вот еще меня интересует. Искусственный интеллект. Я очень много в последнее время тоже вижу, слышу, читаю, что искусственный интеллект прям очень сильно сейчас должен якобы помочь или уже помогает в процессе в разработке вот этих вот, в том числе, наверное, тех подходов, которые ты сейчас озвучил, борьбе с раком. Да не только с раком, в Да. принципе. Как это работает? Как искусственный интеллект помогает? Он неизбежно придет, он уже приходит. Я думаю, нам нужно просто принять этот факт, и я очень воодушевленно это смотрю. Мгм. Опять же, представь себе, 15 лет занимаешь, чтобы разработать одно лекарство. Мгм. Искусственный интеллект. При достаточных результатах ты должен накормить нейронку, да, достаточно большим количеством результатов. Да. Она поможет тебе выявить эти кандидатов за гораздо короткий срок. То есть, Сколько примерно? не знаю, может быть, месяцы уйдут, но нежели года, да? То есть Вот. 15 лет ты разрабатываешь лекарство? Ну, по крайней мере, он тебе даст... интеллекта Может, 3 месяца. год, может быть, Год, пару ага. лет. Но суть в том, что он тебе даст сразу кандидаты, на поиск которых тебе уйдет, может быть, 5-6 лет. Мгм. Он тебе даст в месяцы их. Далее ты, конечно, должен их подтвердить. Идешь в лабораторию, Да. подтверждаешь настоящим экспериментом. Но Мгм. вот этот весь скрининг из 1000 кандидатов ты просто сокращаешь до 10, например. Мгм. Вот. И это можно использовать практически везде. То есть я говорил о маленьких молекулах. Это можно использовать для РНК, это можно использовать для доставок. В принципе, куда ни посмотри, можно использовать. Главное, достаточно данных ввести в эту нейронку, и тогда мы можем получить эти кандидаты. Мгм. И тогда, да, индустрия разработки лекарств, она просто шагнет в новую стадию, Мгм. и появится гораздо больше возможностей лечить неизлечимые болезни Мгм. сейчас. Поэтому очень, очень круто. То есть появление искусственного интеллекта – это прям буст для Буст. фарма? 100%. Я для даже не науки, знаю, да. почему нет. Мгм. Э, А вот компании, они используют какие-то вот готовые решения, не знаю, там, условно, ChatGPT или там Cloud, или там Perplexity, или они свои собственные модели Обычно разрабатывают? свои собственные. Свои собственные. Да. Могут, конечно, с кем-то, Ага. но, например, у BioNTech есть свои собственные. То есть они прям разворачивают дата-центры, Да, да. там сервера огромные, Да. закупают GPU-шки и пошел тренировать. Я не знаю до деталей, но да, есть Ага. своя собственная модель, и мы генерируем очень много данных. Мгм. Вот и все это туда. Все это туда, и в какой-то момент, наверное, это даст какой-то толчок, он начнет нам говорить: о, ребят, давайте не сюда, а вот сюда. И тогда уже, да, мы сократим уже пару лет здесь. Мгм. Вот. Ну, круто. Окей, интересно. Чуть-чуть вернемся в опыты. Давай. Вот ты говорил, что животных, допустим, делаете, значит, испытания на животных. Мгм. Допустим, мышь погибла. Мгм. Делается расследование, Делается делается расследование. вскрытие, да? Но бывает же такое, что не умерла, а вот, ну, там, начинает испытывать какие-то там, не знаю, Чаще бывает так, честно говоря, чем умер. неудобства Да. в своей То есть- жизни. То есть в обычной жизни она бы бегала, а тут оно как-то вот лежит.
Да. что-то ей не здоровится. А бывает такое, что мутации какие-то происходят? О, Ты понимаешь, куда я клоню? Смотря что ты вводишь. Если ты вводишь препарат, который должен как-то изменить геном, Так. то есть препарату рознь. Я сейчас говорю препараты, может быть, или РНК, а есть препараты, конечно же, они не в аптеках, но мы работаем над препаратами, которые могут иметь геном, то есть ДНК. Это уже мутация. Да. То есть если ты ожидаешь эту мутацию, либо ожидаешь какой-то побочный эффект, то есть она может идти не туда, куда нужно, а изменить другой участок ДНК, тогда да, тогда ты можешь ожидать этого. Друзья, мы сейчас плавно перетекаем, если вы не поняли, к теме зомби-апокалипсиса. Так, мутация, когда я говорю мутация, то есть она может проявляться абсолютно по-разному. Да. Там, как правило, чтобы увидеть... Пятая нога вылезла. Как правило, чтобы увидеть мутацию, мы внедряем то, что можно увидеть. Так. Обычно, например, чтобы мышка светилась. Ага. То есть ты помещаешь такую камеру темную, если она светится, определенный субстрат не влезешь, если она светится, все, ты знаешь, что она работает, что эта мутация работает. Но по поводу пятой ноги это очень сложно сделать. Нужно самим понимать, какие участки ДНК там влияют, если это вообще возможно. Ага. Поэтому мутация само слово, может быть, она пугает, но это просто измени какого-то белка. Ты внедряешь какой-то новый белок. Это и есть мутация. Либо какой-то белок включается. Теоретически мутация может выйти из-под контроля? Мутация происходит постоянно. То есть, если мы возьмем вирусы, параллельно происходит десятки, тысячи мутаций. Большинство из них безобидные. То есть, проходят, как проходят. Но какая-то может дать какому-то вирусу большую заразность. Мы знаем, какие-то вирусы стали более заразными. Да, либо ковид тот же смертность самый. чуть-чуть повысилась, да? В этой мутации сразу выживает, потому что это причина оставаться. То есть, если заразность больше, она выживает лучше. Это помогает ей эволюционно оставаться и заражать. Только поэтому. Все остальные мутации, которые не помогают ей оставаться и заражать, просто уходят, и исчезают. Ты прочитал очень много и продолжаешь, это часть твоей работы, читать научные статьи, публикации. Были ли какие-то... Я все-таки хочу докопаться. Давай. Были ли какие-то кейсы, когда была какая-то нездоровая, такая опасная мутация среди животных? Нет. Не было. Или они были спрятаны? Нет, я скажу так. Прежде чем мы что-то делаем, мы стараемся как-то максимально убедиться, что это будет в пределах нормы. То есть ты не можешь что-то вколоть, что-то абсолютно дикое, да? Да. То есть пройдет проверку много-много раз на клетках, ты, по крайней мере, понимаешь механизм этой работы. Когда ты вводишь это в мышку, да, кое-что может пойти не так, но эта девиация, она не такая большая, как абсолютно поменяет геном, и мышка станет какой-то огромной, или эта нога вырастет. Нет, это сложно просто потому, что механизмы запустить это очень сложно. Да. То есть то, что ты внедряешь, это, может быть, даже не хватает. Хорошо, вернемся к нашим любимым фильмам. Давай. То есть научные публикации – это все-таки благие намерения, сделать что-то хорошее, найти какое-то лекарство от какой-то серьезной болезни, но мы все прекрасно понимаем, в каком мире мы живем. В этом мире очень много и хороших людей, и не очень хороших людей. Так. А если к не очень хорошему человеку попадает очень много власти, он начинает там что-то придумывать. Сходить с ума. Да, то есть может же быть такое, что... Я сейчас просто теоретически возможно ли такое, что где-то там в каких-то лабораториях... Веди меня туда. Да, какие-то проводятся эксперименты, пока на животных, и, значит, пытаются вызвать какую-то там мутацию. Серьезную, опасную. Как правило, все эти разрешения, они проходят через... это вне разрешения, то есть это серый рынок, это где-то там за закрытым занавесом заходит. Может быть, в какой-то стране, я не знаю. Теоретически. Для меня это крайне маловероятно. Крайне маловероятно. Но, опять же, я оставляю какой-то процент вероятности, потому что я не могу видеть полную картину, но это крайне маловероятно. Что кто-то где-то разрабатывает. В это, конечно, очень хочется поверить, кто любит теории заговоров, но крайне тяжело поверить.
Ну, даже про Опять- ковид было много слухов. Мгм. Вот как ты считаешь, ковид – это биологическое оружие? Или это все-таки М. случайность там, какого-то мутации, какого-то вируса, который случайно попал от животного к человеку? Я не знаю. Слушай, я не знаю. Я, конечно, как ученый могу как-то защищать какую-то теорию, но я не знаю, честно. Ну, я могу представить себе сценарий, что мутация происходит. Если говорю, миллионы мутаций происходит. Какая-то Мгм. из мутаций определенных животных, она также подходит для нас. Мгм. То есть как-то он переместился в нас. Правдоподобный сценарий? Очень правдоподобный. Идут какие-то исследования. Мы видоизменяем вирус для каких-то своих целей. Мгм. Мы изучаем вирус. Как-то не смогли удержать. Ну, вирус настолько маленький. Мгм. То есть Раз дверь оставили открытой, он а, улетел. там, в принципе, очень строго, но я не знаю, как это люди. Ага. И, может быть, тоже. То есть я тоже могу представить себе такой сценарий. Но чтобы целенаправленно как-то производить и потом выпускать, тут, конечно, я не знаю, на каком уровне должно быть это все регулируемо, Да. что, да, это менее вероятный сценарий для меня. Мгм. То есть для тебя, как для ученого, это менее вероятно. Что Да, так, что это менее было вероятно. Я специально. говорю вероятностями. какое-то- Да. Ну, это понятно, да. Ты человек Мгм. науки, как бы. Ну, просто, опять-таки, столько много там в СМИ всяких было спросов Мгм. даже от официальных первых лиц Мгм. самых могущественных государств, Мгм. что там у нас есть доказательства, Мгм. что ковид – это дело рук там китайских ученых, и они там Мгм. специально это выпустили. Вот. Ну и по факту из Китая все пошло. Да, Да. так оно и есть. Я не могу отжать этот факт, но я не знаю, честно, не знаю. И как это комментировать? Вполне возможно, что-то пошло не так Да. при каком-то исследовании. Но Мгм. видеть здесь вот именно какое-то зло, Мгм. которое здесь регулирует всем, то Да. Ну хорошо, давай поверится мне с теперь трудом, знаешь, поверится с трудом. последний вопрос в эту тему. Сам зомби-апокалипсис. Теоретически он Насмотрелся возможен корейских или нет? фильмов, да? Знаешь, и да, и нет. Я Так. объясню, почему да, почему нет. Вот почему нет. Что такое зомби? Зомби – это человек, не знаю, Мутация это, что-то, Да. или кто-то, я не знаю, что это живой или нет. Ну, явно мозг мертв, Да. но какие-то, я не знаю, судорожные движения происходят, то есть мозг мертв. Мне сложно поверить, что при мертвом мозге существо, либо человек будет как-то функционировать, двигаться. Мозг – это все. То есть здесь скорее нет. А Так. почему да? Почему да? Представь себе, происходит мутация вируса. Это правдоподобно. Мгм. Происходит до такой степени, что смертность достигает, скажем, 10%. Крайне высокая смертность. Каждый 10-й. Крайне высокая. Представь себе, что заражение происходит воздушно-капельным путем. Возможно, какой-то респираторный вирус как-то рандомно мутировал. Кстати, страшно подумать, но возможно. Мгм. Что происходит в обществе? Новый вирус. Крайне смертелен, крайне заразен. Да. Миллион теорий дезинформации. Длинные очереди за туалетной бумагой. То есть не апокалипсис ли это? То есть ты понимаешь, Ну, хаос да. возникает. Зомби ли это люди? То есть вопрос такой риторический, но это будет похоже Да. на какой-то апокалипсис. Я не обязательно должен тебя укусить, я просто Да. мимо пройду, ты заболел, умер. Да, и сам факт, что никто не знает, что происходит, Да. миллион дезинформации и ситуация, которая вышла из-под контроля. Чем тебе не зомби-апокалипсис? Ну да, почти. Да. То есть с этой стороны-то да. Мгм. Чисто биологически скорее нет. Мгм. Вот. Не стало легче после этого, да? Нет, не стало легче. Но, опять-таки, фильмы, книги, вот все, что даже... Я сейчас не буду даже уходить там в 80-е годы, 60-е. То, что было написано там... Не то, что написано, а то, о чем мы думали. И для нас казалось это будущим через, не знаю, там 100-200 лет. Это было 15 лет назад. Сейчас много из этого уже просто становится реальностью. Да, хорошие вещи, но и плохие тоже потихонечку. Поэтому я думаю... Я, конечно, честно говоря, сильно не переживаю на этот счет. Вот, но я думаю, такой вопрос Я думаю, есть у пандемия многих. еще раз наступит. Это неизбежно. Вопрос, когда? Другая пандемия. Другая какая-то. пандемия, да. То есть, посмотри на историю. Мгм. Она происходит, и она наступит. Сейчас многие государства, в том числе Австралия, почему? Потому что я
я вижу, я даже принимал в этом участие, они создали организацию по борьбе с будущей пандемией. То есть они готовятся к следующей пандемии. Она произойдет, может быть, через 100 лет. А как можно готовиться к борьбе с пандемией, если ты не знаешь, Знаешь, что за пандемия? Тебе должна быть платформа, которая быстро адаптируется под, в принципе, любой вирус. Тебе должна быть платформа, которая быстро адаптируется. Еще раз повторю здесь, да? Да. То есть ты должен быть максимально готов. То есть у тебя Мы, конечно, должна быть даем группа ученых Мгм. по, не знаю, там, основным видам направлений, Мгм. не знаю, там, оснащение какое-то, да? То есть ты должен выбрать технологию. Тебе должна Да. быть технология. А технологии, да. Технология, да, которая позволяет тебе адаптироваться под, в принципе, любой вирус. Вот РНК, в принципе, дает Мгм. тебе такую надежду. Мгм. Они сейчас больше на РНК, но представь вирус, например, какой-то очень серьезный. Нужно, конечно, иметь диверсификацию этих технологий. Мгм. Чаще это какая-то генная терапия. То есть РНК может быть даже и ДНК, если, представь, вирус входит в твою ДНК. Мгм. Это был очень печальный сценарий. Тогда да, нужно что-то более инвазивное. А есть такие вирусы? Например, ВИЧ, он входит в твою ДНК и Мгм. становится частью тебя, и тут сложно с этим работать. Кстати, вот про ВИЧ тоже Мгм. хотел поговорить. Почему ВИЧ неизлечимая болезнь? Но опять же, он часть твоего ДНК, и вирус имеет такое свойство уходить в спячку. Так. Дремлет, но он там есть. Симптомы не проявляются, ты принимаешь эту арт-терапию, ты контролируешь симптомы. Но как только ты прекращаешь применять, вирус просыпается. Мгм. Он уходит в спячку в недетектируемое состояние. То есть тебе кажется, что его, Его нет. невозможно найти. Он настолько в малых количествах, Ага. что его невозможно детектировать. Нет такого аппарата, который так хорошо бы детектировал его. Ага. Вот, и он уходит в спячку, и все ты думаешь, я выздоровел, а потом бац, и он начинает размножаться опять. Мгм. И так как он часть твоего ДНК, нужно больше, более сильные технологии. РНК она может поддерживать, скажем так. Мгм. А какие-то технологии, которые позволяют внедряться именно в ДНК. Ну, CRISPR, например, если ты не слышал, CRISPR-технологии, они позволяют находить определенные участки ДНК, вырезать их, либо заменять на здоровую. Например, здоровый участок там, АТТГЦ, аденин, тимин, гуанин, цитозин, Ага. а в мутации там одна буква поменялась. Вот, и тебе Это нужно... когда дети с отклонениями рождаются? Да, какие-то Ага. определенные отклонения, либо какой-то белок у тебя врожденно Так. не работает вообще. То есть, Ага. то есть может выражаться в какой-то болезни. CRISPR находит, он вырезает и вставляет правильную. Ага. Правильно. Но проблема в том, что это в каждой клетке. Представь, вот Ну да. миллиард, то есть в каждую клетку нужно ввести. Чем раньше, тем лучше на эмбриональном уровне. М. То есть внедриться в период еще стволовых клеток и изменить. Там геном. Мгм. Было бы очень здорово. Потому Мгм. что представь, как много генетических болезней у нас. Мгм. И как можно бороться с этим на самой ранней стадии. Да-да-да. Интересно. Да. А вот вернемся к ВИЧу. ВИЧ, он, то есть он, когда он просыпается, он в какую-то активную стадию входит, он чем начинает заниматься? Разрушать ДНК твою или что? Он начинает мешать работать твоей иммунной системе. Так. Мешает всячески. Он поражает те клетки, те лимфоциты, которые... Соответственно, Ему- любой вирус, любая болезнь попадает, твой Мгм. иммунитет У не тебя нет способен. защиты хорошей. Ага. Просто тебя обезоруживает. Мгм. Постепенно. Поэтому ты можешь умереть от любой, как казалось бы, простуды. Мгм. Да, потому что нет иммунитета. Мы часто недооценим, какую важную роль играет иммунитет. Мгм. Я с тобой сейчас сижу, на меня действуют какие-то вирусы, какие-то бактерии, Мгм. но иммунитет позволяет мне... Причем они везде. Они везде, да, Да. я сейчас посмотрю на свою ладонь, да, там Да. миллиарды бактерий. Мгм. На руки помыть, кстати. Вот, но в том, что да, кожа защищает, потом, если внутри там иммунитет, Да. удивительно красиво сдизайнирован наш организм, чтобы держать нас вдали от всех этих патогенов, да, плохие ребята, вот эти Мгм. маленькие бактерии, вирусы. Вот и мы как-то разговариваем и вполне себе живем. Понятно. То есть задача ВИЧ-инфицированных – это пытаться держать его в спячке, первое. Второе – поддерживать иммунитет на каком-то там. Да, Плюс-минус держать, уровне. я думаю, золотой стандарт сейчас держать в спячке. Мгм. То есть держать на минимальном Мгм. уровне. Но есть определенные пациенты, которые как-то избавились от вируса. То есть определенно кейсы они есть? как-то устроены, да. Ага. То есть их очень мало, я не знаю, и определенный термин даже есть для них. Они устроены так, что никак не проявляется этот вирус. Как-то, я не знаю, может быть, это генетически, либо эпигенетически. Они так построены, что, да. И Мгм. что сейчас делает наука? Она
пытается изучить, почему именно эти пациенты никак не подвержены ВИЧу, например. Да? Всякие новые случаи – это бум в науке. Новый пациент там из Германии, новый пациент там из Южной Который Африки. вылечился. Давайте его полностью изучим. Ага. Он такой вот. И, может, мы поймем, как создать какое-то лекарство против этого. Потому что понимание – это то, чего не хватает часто. То есть, как правило, это просто тык, пробы, ошибки. А тут, если есть какое-то понимание, тогда мы можем как-то осознанно подходить к лечению. Ну, то есть, получается, чаще всего борьба с какой-то либо новой, либо сложной болезнью это игра вслепую в разработке Если лекарств. это новая какая-то болезнь, 100% игра вслепую. То есть ты просто закрытыми глазами идешь и пытаешься все попробовать. И потом ты находишь какие-то Да, так, в принципе, совпадения. работает наука. Если ты помнишь, мы в детстве, не знаю, я играл какие-то стратегические игры. Да. Вначале начинается полная темнота, да? Полная темнота. Ты ничего не видишь. Это вот незнание, да? И есть тут что-то там, кусочек земли тебе дан, с немножко деревьев, там, речка. И всякий новый эксперимент, он открывает какую-то маленькую там область. Тебе становится понятно, все больше и больше и больше. То есть площадь твоего знания растет, как правило. Но если болезнь сложная, как правило, она сложная, мало что легко объяснить. Как правило, в целом в жизни все в спектре, ни в да, нет. Да. Ответ где-то посередине. Также и здесь. Все хотят упростить. Вот примешь эту таблетку, станет легче. Как правило, это сложный механизм, где вовлечено больше, чем один компонент. И чем больше увеличится площадь твоего знания, казалось бы, ты знаешь больше, но периметр незнания становится больше. Да. То есть, чем больше я знаю об этом, Тем больше я не знаю. тем больше, я не знаю, тем больше вопросов у меня возникает. Да. И это и круто, и немножко, конечно, демотивирует, но мне это нравится, потому что, оказывается, об этом вопросе я даже и не думал. Да. А тут возникает, ты понимаешь, насколько там расширяется, видишь, океан какой-то пошел, там какой-то городок, оказывается, есть. Да. И опять аналогии с игрой, да? То есть, и в этом, на самом деле, вся прелесть, когда ты что-то изучаешь. Да. Ты открываешь что-то новое, но возникает все больше вопросов. Возникает все больше вопросов. И мне всегда им интересно, какой же вопрос я еще не успел задать. Да. То есть ты думаешь, я подумал об этом, а потом новый эксперимент, оказывается, это еще. Все. То есть... В бизнесе то же самое, на самом деле. Меня периодически накрывает демотивация, там, депрессняк какой-то в плане того, что я такой, вроде бы ты занимаешься бизнесом, вроде там плюс-минус все знаешь, тут раз ты узнаешь, а вот эту область ты, оказывается, еще не знаешь, а она тебе сейчас, оказывается, очень сильно нужна для того, чтобы дальше свой бизнес развивать. И ты такой понимаешь, ну, по крайней мере, это мои чувства. Я сейчас, чтобы эту область изучить, должен потратить минимум там еще 2-3 года. А у меня нет столько времени. Мне нужно делать это прямо здесь и сейчас. Да. Как решаешь? Просто с головой начинаешь уходить. Ну, благо сейчас еще искусственный интеллект есть. Вот еще быстрее у тебя получается это делать. Да, опять-таки, вот применение, да, очень полезно. Вот, потому что раньше ты должен был просто брать там кучу литературы и начинать ее, читать, и начинать экспериментировать с этими новыми знаниями. Сейчас с точки зрения как бы наличия искусственного интеллекта все намного быстрее происходит, но все равно какую-то демотивацию периодически тоже схватываешь. Такой, вот Мне даже, наоборот, мотивирует. Да, в моменте демотивация, а потом да. То есть ты понимаешь, как же много я не знаю, как же много я вообще не знаю. То есть и еще дальше. То есть ты понимаешь, что далеко не умные люди мы. То есть мой самый популярный ответ – я не знаю. Да. Что ты спрашиваешь, я не знаю. Потому что это там, в той серой зоне еще. Да. Вот, поэтому. Хорошо, а вот еще немножко про ВИЧ. Какие сейчас в науке работы ведутся в этом направлении? Вот мы про рак уже поговорили, вот в борьбе с ВИЧом, потому что это тоже один из самых главных бичей человечества. Одно из направлений – это как бы разбудить этот вирус, сделать его видимым и резко убить. Он называется shock and kill. Я не специалист по ВИЧу, но у меня есть коллеги, которые работают. То есть мы все знаем, что он спит, надо его так сильно разбудить и резко убить. То есть вот это резкое убивание, а есть инструмент для убивания, это арт-терапия, там ряд препаратов. Вот. Либо загнать его так глубоко в спячку, чтобы он никогда не возвращался. То есть 2 стратегии. Вот. Пока не инвазивный, пока мы не внедряемся в ДНК. То есть, но вот, да, работать с его
спящим состоянием, сонным, да. Мгм. Либо разбудить его, резко убить, либо прям усыпить хорошенько. И насколько там прогресс достигнут? С переменным успехом в обоих направлениях. Есть, знаешь, лаборатории, группы, которые вот фанаты больше одной теории. Мгм. Они прям топят за ними, да? А вторые больше другой. Они друга не любят, Да. но они понимают, у нас общая цель, мы движемся. В целом, да, есть работа, и не безуспешно, скажем так. Вот, но пока бич остается бичом, Мгм. и ВИЧ остается ВИЧом. Мгм. Понятно. Мгм. Окей, очень интересно. Ну вот давай тогда как-то тут мы от общего к частному вот так вот шли, сейчас обратно в общее вернемся. Давай. Э, Может, куда-нибудь... В целом твоя работа Мгм. ученым, вот ты Мгм. ученый. Насколько тебе эта работа как бы приносит кайф, с чем ты ее отождествляешь, почему ты любишь эту работу? А, На самом деле, я сейчас тебя слушаю, Мгм. мне самому очень интересно. Ну, прям реально захватывает. Заразил? Типа, если бы я Недавно вернулся назад, может быть, я бы тоже Да. ученым стал бы с этой информацией. Да я не знаю почему. Вот пытаюсь ответить, да, но определенно кайфую. То есть, может, потому что я смотрю в микроскоп, вижу что-то новое, да. Ага. Ну, так, я об этом сейчас узнал, сейчас я расскажу кому-то еще. Вот он узнает. Остальные 8 миллиардов людей пока не знают. Ну, это круто. Ну типа, только я там Да, что-то на увидел, узнал, наконечнике, заметил что-то Вот такое. представь опять, карта открывается, Да. и я вот на этой границе этой карты, я увидел океан, но Да. новую перспективу вообще увидел, Да, другие да. пока нет. То есть вот этот момент, он при всем при том, что там 95% экспериментов не работают и не дают тот результат, который ты хочешь, как правило, думаешь, не получилось. В этих 5%, вот в тот момент, когда это работает, Мгм. я не знаю, такой выброс дофамина идет, что он, в принципе, оплачивает все вот эти 95. 95% неудачных экспериментов. Да. И опять же, потому что он открывает новую перспективу тебе, абсолютно новый угол рассмотрения, все, крышу сносит, ты там бежишь, Эврика. ну, что-то вроде того, да, и ты начинаешь опять там исследовать, оказывается, эту область, вот, тебе появляется опять там 5-6 новых идей, Ага. вот, начинаешь дрожать и быстро записывать. Мгм. Может, это, я не знаю, какая-то есть зависимость от этого состояния. Раз там в Дофаминовая месяц, наверное, зависимость тоже, да, да. 100%. Я это признаю, я зависим от этого. И раз в месяц вот такой эффект возникает, Мгм. что сносит крышу. Ну, по крайней мере, мне. Вот. И я прям хочу, чтобы это происходило. Ага. Мгм. А вот мы с тобой еще обсуждали, что до подкаста, что для тебя наука – это как… Ну, твоя, по крайней мере, наука, которой ты занимаешься, это как какое-то искусство тоже, творчество, да? Да. То есть ты да, там волен, грубо говоря, свободен творить. да. В определенных рамках, да. Да. Вот представь себе, тебе нужно сделать лекарство для проникновения в легкие. В легких там своя вообще история. Там Да. есть этот мукус слизистый, да, там эти иммунные клетки. Там нужно как-то это глубже вдохнуть, чтобы туда... У тебя есть свобода выбора, как эту систему построить. Мгм. То есть и нету определенного правила. Мгм. Знаешь, выстроенного правила, если ты хочешь для легких что-то сделать, делай так, так, так. Нет. Ты волен, в принципе, работать, ну, конечно, в пределах безопасности с разными видами материалов. Можешь их видоизменять. Мгм. Если это еще биоматериалы, круто, можешь так же как-то геномодифицировать их. То есть ты понимаешь, здесь включается арт. Мгм. Так, а что если будет так? Вот этот первый слой этого, второй слой этого, третий слой этого, потом, если это уйдет. Так. И начинаешь пробовать. Обычно не сразу заходит, там, делаешь там энное количество кандидатов, Мгм. тестируешь, что-то находишь. Оказывается, так работает. То есть, оказывается, этот слой должен быть чуть потолще, этот поменьше. Оказывается, этот материал больше, а тот поменьше. А давай поглубже здесь, давай тогда сфокусируемся здесь. Давай еще вот поиграемся с пропорциями, да, этого материала. Там начинаешь там, 95 к 5, 90 к 10, 80 к 20. Мгм. Еще больше понимания приходит. Дальше ты понимаешь, какие-то определенные играют еще большую роль. Побольше их туда, да. И вот и это получается какая-то система, она на презентации будет выглядеть очень так круто. Мгм. То есть там с разными там цветовыми гаммами можно поиграться, и выглядит как какой-то космический корабль, может быть, даже там Мгм. круглый, там какие-то ответвления какие-то,
И он, вот в этом, я считаю, арт. И всякий раз новая система не похожа на другую. Ну, или как-то, может быть, где-то похоже, но это абсолютно креативная работа. Ну, я вот сейчас, слушая тебя, понимаю, что вот точная наука, она очень похожа на бизнес на самом деле. То есть вы, грубо говоря, занимаясь своими научными разработками, ученые, пытаетесь создать, вот как мы, предприниматели, пытаемся создать постоянно какой-то новый бизнес, который там начнет, ну, конечно, цель начнет приносить пользу там какому-то большому количеству населения, но промежутки ты там тоже смотришь, и так попробовал, сяк попробовал. То есть ты тоже творишь. И ты не знаешь, ты сейчас вот это делаешь, это принесет вообще какую-то пользу или нет? Может быть, никуда не приведет. Ну, в тупик, вернуться обратно. Ты делаешь эксперимент. Делаешь эксперименты, да. Своего рода эксперимент. Да, очень похоже. Каким он и является на самом деле. Да. Ты получаешь результат. Да. Плохой или хороший для тоже тебя. Дофаминовый всплеск получил, кайфанул, поехал дальше. Здесь, оказывается, есть выход. Давай здесь фокусируемся. Да. Да, это пробы и ошибки. Да. То есть и учишься. И причем намного больше ты учишься, когда что-то не получается. Да. 100%. Не получается, все, я это не буду делать, 100%. я это буду советовать друзьям не делать это. Вот. Да. А если получится, на самом деле, это вот всего лишь одна точка. Она получилась, а вот как по-другому я не знаю. Я знаю, что это получилось. Вот. Поэтому не совсем люблю, когда все идет хорошо. Мне надо, не учишься. Не учишься, да. То есть мне надо, чтобы вот я ошибся. Ну, всякий раз, когда я ошибся, что-то вот для себя. Да. Вот и следующее уже планирование эксперимента, оно будет с учетом этих ошибок, с учетом того, что не получилось. В принципе, хороший подход к жизни вообще в целом. Да. Осознанный. Да. На Ну, ошибках. это конкретно, да, это все как в жизни. И я говорю, очень прям схоже. Ученые какие подкасты слушают, кстати? Твой подкаст, например. Бизнес-подкасты какие-то, не знаю. Знаешь, проблема ученых в чем? Кого? Ученых? Проблема ученых в чем? В чем? Ученый слишком сфокусирован на лаборатории. Он слишком сфокусирован на формулах, на своих каких-то экспериментах. Они не выходят наружу, не общаются с людьми и не общаются на языке, который на самом деле понятен народу. Да, они любят говорить дезоксирибонуклеиновая кислота, как-то там дефосфорицируется. Причем говорить это высокомерно. Очень высокомерно. То есть, вы, ребят, не понимаете. То есть это проблема ученых. И я хочу, чтобы ученые почаще выходили и рассказывали, как это круто заниматься наукой, и желательно языком более понятным. Если зацепит, подходи еще, поговорим еще. Может, я немножко изменю свой язык тогда. Но как-то донести это простому народу, и тогда будет меньше дезинформации, будет меньше конспирологических теорий. Да. И в целом сам подход, как мы сейчас сказали, проб и ошибок, учения, на самом деле, очень научный. И работает, в принципе, в любой сфере жизни. Да. Вот. И не нужно ожидать чудес. То есть ты понимаешь, 95% скорее всего не будет работать. 5% будет работать. Да. Вот, и дальше с этим подходом развивается терпение, развивается вот это вот постоянство, консистенция. Нужно продолжать это делать, пока не придет что-то, что работает, и дальше ты уже фокусируешься на этом. Вот. Ну, слушай, вот ты пожил еще в Узбекистане, ну, родился здесь вообще, вырос. Да, я всегда говорю, что Узбекистан. Да. Пожил, получил основное направление своей деятельности в Корее, потом переехал в Австралию учиться, получил там гражданство, сейчас переехал, работаешь в Германии. Где ты чувствуешь себя? Нигде. Комфортнее, как именно, не знаю, там, в своей работе, в своей жизни? В работе больше, конечно, где движуха происходит. А где она происходит? Это либо Америка, либо... Запад. Да, всякий раз, когда я езжу в Америку, я чувствую себя хорошо, потому что я чувствую, там происходит движ в биотехе. Сейчас AI и искусственный интеллект приходит. Европа тоже. То есть Германия, Швейцария, в принципе, вот эти все западные страны. Там, конференции, какие-то воркшопы. Это происходит. К сожалению, в Австралии он тоже хочет, но логистически сложно. Очень. Далековато, да. Там, конечно, больше про серфинг, про океан, но тоже стараются. Вот. В плане работы, да, где движуха. А вот как-то комфортно мне, вот, не знаю, может, в Австралии. Очень спокойно. А в Австралии ядовитые звери, животные, насекомые не пугают? Есть, правда, как-то не приходилось встречаться. Серьезно? Потому что в городе жили. Ну да. Выйдешь куда-нибудь в джунгли, встретишь кого-нибудь 100%. Да. То есть смертность 10%. Это все есть, правда, не в городе. Да. То есть и да, и нет. Почему-то люди думают, что 100%, но в больших городах, так же, как и в любом большом другом городе мира,
Все безопасно. Безопасно. Да, ты встретишь кенгуру, возможно, где-нибудь прыгающим, либо... Боксирующим. Да, либо какие-то попугаи вместо голубей будут, но это безобидно и даже где-то интересно. Мгм. Вот. Узбекистан. Хотел бы вернуться, может быть, в Узбекистан. Ну, как ученый, мне всегда я стремлюсь быть где-то на наконечнике. Мгм. Ну, где движ, как ты сказал. Где движ, да. Да. Если что-то будет здесь интересное, то я не закрываю дверей, почему нет? Мгм. Вот, но надо узнать, что происходит. Вот. Но я пока там и хочу участвовать в прорубании Да. этого льда. Хочу просто быть частью этого. А вот я знаю, что у тебя была встреча с министром. И что интересного там? Предложили или Большие обсудили? инвестиции в фарме, биотех. Сектор. В местный. Не только. Ага. Иностранный. Так. Каким-то образом получается показать, что здесь работает или будет работать. Мгм. Здесь мне это очень впечатлило. Я не знаю, ты был в большом фармапарке? Нет. Здесь огромная территория, Мгм. где сконцентрированы и R&D, и производство, Мгм. и университет, Мгм. возможно, даже университеты, и НИИ, исследовательские институты. То То есть есть они все в одном. огромных... Плюс еще будут клинические исследования, будут какие-то преклинические, то есть с мышами, то же самое. То есть все в одном городке. Я такого, Зарубежные на самом компании деле, есть там? не видел нигде. Может Или- быть, это в Корее. Ага. В Австралии что-то подобное есть, но там больше R&D в одном месте. Так. Потом в другом месте будет производство. А тут все в одном. Большой такой кластер. И, по-моему, даже есть целый район для жизни вот ученых. Мгм. Там ученые жить, и детские сады, и школы. Там какие-то Да. иностранные компании присутствуют? Да, я не знаю имен, но да, достаточно много. Вот и мне это поразило. Ну чё, Поразило. пригласили поработать? Но, как я понял, у нас нехватка кадров. Ну, конечно. И- Ну, она везде, Я, на я самом думаю, деле, если да. Америку не открыл сейчас, да. Но я не знаю, что за этой ширмой всей. Это исследовательский институт, либо это музей Да. науки. Ага. Я не знаю. И причем это все может быть очень искренне. Все это может быть правдой, но за этим стоит тысячи людей. Я не знаю, как этот механизм работает Мгм. и как он управляется. Мгм. Ну вот. Было бы интересно, но все же я вот на наконечнике науки мне хочется вот узнавать что-то побольше. Понятно. Вот. Какая твоя цель жизненная? Нобелевскую премию хочешь получить? Было бы круто. И, знаешь, вот никогда не говори никогда, на самом Да. деле звучит очень... Ну, как бы слишком как будто бы... да, на самом деле, кто знает, что придет тебе в голову завтра, Да. с какими людьми ты начнешь коллаборировать. Мгм. И вообще нет границ. Было бы круто получить Нобелевскую премию, но на самом деле не суть премии, а какой-то импакт. Мгм. Какой-то импакт от этой работы. Вот если он как-то помог тебе, тому парню, или той собаке даже, то есть, в принципе, не ограничиваешься на Да. людей, это классное чувство, что есть какая-то контрибьюция, да. Мгм. Вот. И чем больше, тем круче. Мгм. То есть приносить импакт какой-то, но при этом кайфовать от того, что ты делаешь. Мгм. То есть, на самом деле, сама цель не сделать какое-то лекарство, на самом деле, чему-то новому научиться. Мгм. Вот, на самом деле, очень базовая потребность учиться. Окей, ну это Вот. такая вот, как сказать, это больше, наверное, миссия. А М. есть какая-то цель, не знаю, 5-10 лет, как ученого? у тебя? Расти как ученый. Мне бы очень хотелось сделать что-то свое. Мгм. То есть ведутся какие-то работы сейчас с искусственным интеллектом, и то, чем я занимаюсь, у меня есть друзья, работающие с искусственным интеллектом, как-то поженить наночастицы, либо открытие наночастиц, открытие доставки с искусственным интеллектом. Мгм. И не я один так думаю, но в целом есть определенные идеи, над которыми я работаю. Мгм. Вот, то есть хочется уже выйти на уровень, тот самый уровень, когда из идей может вырасти что-то осязаемое. Мгм. Вот, когда идея может собрать людей и сделать тот самый импакт. Мгм. Вот. Это цель, наверное, 5 лет, Ну, вот, над круто, которой я работаю сейчас. круто. Что бы пожелал, ну, такое уже почти заключение, значит, Мгм. молодежи,
Потому что мы с тобой тоже обсуждали, что наука на самом деле на сегодняшний день не так уж популярна. Вот особенно. Может быть, она популярна, не знаю, там в развитых странах, но в развивающихся странах, как у нас, не особо популярна. В основном, как я вижу, молодежь пытается идти там в какие-то такие, даже уже в инженерные профессии не хотят. Хотят в основном идти... Картина пояснее, ты знаешь. Да, в белые воротнички, там менеджмент, экономика, там юриспруденция. Что пожелал бы молодежи? Вот, и какой-то месседж именно с точки зрения человека из науки с призывом, может быть, заниматься. Да. Делай то, от чего кайфуешь. Вот настолько просто. Дело в том, что в науке, не только в биологической науке, там, возьми физику, химию, естественные науки, так много всего, чего можно кайфовать. То есть я хочу убрать эти формулы, да, они, конечно, нужны, но на самом деле за этим стоит очень интересные концепции вообще, как устроен мир. Возьми там интеграл или производные, если ты помнишь, скучные эти формулы, да. Никогда не на самом деле, если ты представишь концепцию интеграла или производной, это становится очень интересно. Просто представь, визуализировать. Либо энтропии. Да. И тогда становится крайне интересно. То есть это на самом деле история не совсем про деньги, это больше про то любопытство, да. Ну, побочным эффектом в итоге, так или иначе, какие-то деньги будут, но... Продолжай задавать вопросы. В принципе, мы все задаем вопросы вот с самого начала, да? Не теряйте способность задать вопросы, потому что для меня вопрос-то важнее, чем ответ. Помнишь, опять же, вот этот новый фронтир? Какой же вопрос я еще не задал, да? Да. Какой же вопрос я еще не задал? Или вопросы. То есть продолжать задавать разные вопросы под разным углом. Подвергать сомнению то, что тебе говорят на слово. Тестируй на своем опыте. И тогда открываются абсолютно новые перспективы, и ты понимаешь, насколько интересно устроена жизнь, насколько интересно устроен мир. Но это разве не прекрасно? Не прекрасно, то есть идти вот так. Да. То есть, да, делать то, от чего кайфуешь, ну, конечно, стараться время от времени задавать. То есть не идти по круиз-контролю, а спрашивать себя, что же мне нравится, от чего я кайфую, и... Как правило, ответ постепенно вытачивается. Он не приходит за ночь. Ну, круто. Когда в следующий раз Ташкент? Не знаю. Не знаю. Ну, хотелось бы почаще. Ну, здесь же родители, да? Да, родители здесь. И сейчас я географически ближе. Да, поэтому, кстати, с Германии лететь. Одна из тоже причин – это быть просто в одном полете от Ташкента. Вот. И очень круто, что можно просто... не пересаживаться где-то в Катаре, да? Да. И лететь еще 13 часов. Вот, а 6 часов – и ты здесь. Вот. Очень, очень важно, кстати. Вообще близкие, родные – это другой абсолютно топик. И, конечно, карьера карьеры, есть абсолютно другой сектор твоей жизни. Это твои родные и близкие. Как ты все это балансируешь, это да. Ну и тяжело на самом деле. Я вот сам в свое время, когда уезжал, жить одному в чужой стране, там как бы набирать новых друзей, знакомых, это очень... 100% история не для каждого. Да, не для каждого. Вот, есть миллион случаев у меня, вернувшихся, казалось бы, устроенных неплохо. Да. Вот, ну, как-то вот майндсет устроен немножко по-другому. Ты понимаешь, что все люди разные. Не для всех. Вот. Кто-то привыкает, кто-то хорошо принимает это, но... Не каждый. Окей. Ну, дорогие зрители, кто из вас там досмотрел, пишите комментарии, вопросы, пожелания. Вот. В следующий раз, так как Стас сказал, что он почаще будет теперь приезжать, если что-то там наберется интересное, я наверняка уверен, что наберется, пригласим еще раз, пообщаемся. Спасибо, Артур. Более глубоко. Вот. Мне очень было интересно, очень полезно. Я для себя очень много нового тоже почерпнул. Я узнал, что бизнес – это как наука. Да, это очень вот... Хотя на самом деле я подозревал, что в целом можно закончить. Наука – это образ жизни. Вот так. Очень круто, очень так всеобъемлюще. Ну, жить осознанно. Да. Жить, основываясь на данных. Да. Немножко сухо, но так оно и есть. Бизнес, кстати, тоже. Бизнес, который строится на данных, он намного более устойчивый, чем тот, который... Я представляю, да. На словах, скажем так. На словах, там, в воздухе. Все, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот, и спасибо за просмотр. Пока. Всем пока. Пока, спасибо. Привет, это Моникс Алексеевич.
Держи короткий ликбез по самой сложной теме — медицине. ВИЧ до сих пор не лечится, потому что он прячется прямо в ДНК клетки, как крот, зарывшийся под пол. Пока он спит, медицина его не видит. Прекратил терапию, вирус проснулся и пошел ломать иммунитет. Ученые пытаются либо разбудить его и уничтожить, либо усыпить навсегда, но полного лекарства пока нет. Теперь про вакцины. mRNA — это не вирус, это инструкция. Мы не заражаем человека, мы даем телу маленький код, чтобы иммунитет заранее знал врага. Поэтому от таких вакцин иногда поднимается температура. Организм просто начинает тренировку. Рак — это не одна болезнь, а тысячи разных поломок в клетках. Химиотерапия бьет по всем быстро делящимся клеткам подряд, поэтому такие тяжелые побочки. Медицина стремится попасть точно в опухоль, а не уничтожать все подряд. Главная проблема всех лекарств — доставка. Если просто ввести препарат, он улетит в печень. Поэтому его упаковывают в наночастицы, такие себе умные такси, которые довозят лекарства до нужного органа. И да, искусственный интеллект уже ускоряет разработку новых препаратов в разы. То, что раньше занимало 15 лет, теперь можно сделать за пару. С вами был Моникс Алексеевич. Любите здоровье, катаны. Оно одно. До свидания.